Guys, nice to meet you, everybody. How are you? С вами диджей Авалонис. Жара неимоверная, просто катастрофа. Жарко, 64 градусов, Nvidia GeForce, просто невероятно. Это просто невероятно. Это просто реальная дичь. Такая жара, это просто вообще, просто офигеть. Это кто такие? Откуда они здесь появились? Мать их, портал Гвардия, пошли вон, животные. Так. Мне нужно немножко листериума. Чуть-чуть совсем. Так, сейчас я звук немножко уменьшу. Вот так вот. Да. Всем дрататулечки, дратата. Пойдемте жахнем вот сюда. Значит, мы берем 55 метров. Раньше я идиота кусок кидал. Ой-ой-ой. А здесь раньше не было, мать их. Оу! А! Помогите! Убиваю! Сволочи! Сука! Нафиг иди от меня! Убивают! Ну как он, блядь, ко мне пришел? Ни хрена себе. Совсем охренел, что ли? Вертила. Какой у него агр? Пошел нафиг! Так. Сейчас посмотрим, будет он за нами гнаться или нет. Я немножко помайним. Вот, 55 метров, да? Значит, 55. Клёп. И побежали. Мимо. Конечно, можно этим бабахать. Не этим, а моей 105-й искалочкой. Она поприятнее будет. У нее есть, если что, такая штука. Кто не знает, Default Mining Finder Depth, то есть для глубины. Как хорошо, слушай, 55 метров кидать, да? Если мы еще оденемся на бег. О, что мы нашли? Блять, нахер мне твой блазариум нужен, сука, мне не нужен блазариум вонючий. Мне нужен листериум. Так, а может это покидать листериум, поискать финдер? Блазариум не хочу я. Не нужен мне блазариум. Они за блазариумом сюда пришли. Давай-ка переоденем. Я без программки майню, потому что с программкой это будет очень долго ее настраивать. Хочу. Вот так вот каждые 50. Слушай, как хорошо 50 метров, да, кидаешь. 50 метров не так далеко бежать, как 100 метров я раньше бегал. Где-то я копал в другом месте. Так, где-то я копал в другом месте. По-моему, я здесь копал, по-моему. По набережной я бегал. Сейчас до набережной дойдем. Там покопаем. То есть 55. Не понимаю, что есть, почему 55. Я не понимаю. Вот вы такие вопросы иногда порой задаете. Хоть стой, хоть падай. Почему 55? Что 55? Пишите по-русски грамотно, люди. Полное предложение. Я же не бог, чтобы понимать ваши обрывки фраз. А, почему 55 метров? Ну потому что 55 метров дистанция поиска радиуса искалки. Вы это имеете в виду? Потому что 55 метров радиус искалки. Можно ее увеличивать до 75 метров, по-моему, или до 60. Точно не знаю. Но знаю точно, что 60-55 метров ты пробегаешь и можешь кидать.
В Андоре. Что такое Андор? Андор это открытая местность, вот как здесь. Есть Индор, закрытая местность. Это Аркадия, Андеграунд, это Монрия, это Фома. И еще, может, какие-то места есть, я не знаю, где можно копать в закрытых помещениях. Там, по-моему, можно нон-стопом лупить. Ну так, чтобы не пресекалось, надо 100 пробегать. Нет! Нет! 55 радиус метров. 100 метров это ошибка. Не 100 метров радиус. 55 метров радиус. Ложь, что 100 метров. Диаметр, диаметр 100 метров в Андоре. Чтобы не пересекалось, надо 100 пробегать. Кто тебе такое сказал? Где такое написано? Кто ты писал Кали? А, ну, я на Монре, я на Нексте. Так, если сейчас я одному напишу, я тоже думал, что 100 метров. Нет, 55 метров. Хотя я не знаю, 55 метров радиус или диаметр. Тогда не надо, тогда пошел вон отсюда. До свидания. Какие мне так, до свидания. Следующий. Так, сейчас я точно уточню. Сейчас я напишу человеку. Но я могу написать этому, что Андор это открытая местность, то есть нету закрытых помещений. Сейчас я посмотрю, он в онлайне или нет. Нет, был 50 минут. Ну, я сейчас ему напишу. Так, сейчас я найду буквально секунду. Так. А, вот. Вот. 55. А сайт Little Bill в Аудоре радиус искалки 55 метров. В Индоре 21 плюс радиус. Радиус искалки 55 метров. Сейчас напишу радиус 55. Если ты писал, то есть диаметр круга 110 метров получается. Кидать надо через каждые 110 метров, чтобы круг не заходил друг на друга. Или диаметр 55 метров. Сейчас узнаем точно. Привет, Филипп. Не знаю. Сейчас я уточню, потому что кто-то говорил 100 метров, кто-то говорит 55. Непонятно. А, ну вот Артема давай спросим. Привет. А, его нету в онлайне, ладно. О Хари спросим, который знает. Привет. На открытых участках. Диаметр поиска круга лута 10 метров. Сейчас уточним. Так, короче, я не знаю, что у меня происходит с этим, как называется, что у меня происходит с субтитрами, но он не может распознать, что я говорю по-русски. Или они заблокировали опцию, у них есть такой длинный список у Ютуба, они просто галочку поставили, русский чпок, и хоть и тресни, если ты будешь говорить на русском там или на каком-либо языке, ну, он не будет, субтитры не будут реагировать на это. Я не понимаю, почему так. Так, Дуримар, я не знаю, он майнер или не майнер. Надо это, короче, уточнить. Ладно, это потом уточним. Так, сейчас я удалю здесь метку. Сейчас посмотрим, здесь никаких животных, надеюсь, не будет. Диаметр искалок на открытой
Сколько? 55 или 110 круг? Сейчас уточним. Сейчас надо будет побежать нам сюда. Вот здесь вот можно копать. Dark Listerium. Не знаю, он мне говорил, кидай 50, каждые 55 метров. Но по-разному, можно вообще, говорит, нон-стопом кидать. Или не сами не знают. Нет, ну я когда программу делал, да, там вроде 100 метров надо бегать. 100 или 110, и если 55, то получается 110, если грамотно. Блять, ну зачем мне железо? Какое железо, блять? Мне не нужно железо. Ну ё-моё, вы что творите? Какое железо? Мне нужен обычный лидарк. Лист. Ё-моё, где он копается? Нафиг мне не нужно. Dark List, по-моему, он глубоко не копается. Так, где у меня эта штука? Федя! Все зависли резко. Никто не может ничего не знать. Все. Никто ничего не знает, ребята. Делаем по старинке. 100 метров кидаем и все. Вообще надо кидать 110. Если 55 метров радиус. Если, грубо говоря, если правильно делать. А если неправильно делать, можно... Ну, у нас мало пробок, но ничего. Так, если мы кидали... Ну, в принципе, можно по 100 метров кидать. Особо не ошибешься. Ага, 110. Странно. Но я спрошу, он сказал 55 метров радиус. Странно. Я думал, так обрадовался. Думал, о, прикольно. 55 метров радиус. Можно кидать почти, говорит, нон-стопом. Ну, кинул, еще раз кидаешь. Блять, какой нарконисиум, слушай, а ну что происходит? Мне нужен, блядь, лист, а он мне, блядь, какие-то нарконисиумы ищет. Короче, сейчас перейдем на эту скалку. Не нужно мне нарконисиум. Диаметр 110, радиус 55. Значит, радиус 55 получается. Диаметр 110. Странно. Но я еще переуточню, потому что он сейчас, как мы писали, так, что он мне написал там. Еще я задал вопрос майнерам. Никто не может дать вразумительного ответа. Если искалка средняя глубина 400 метров, максимальная 700 или 800, к примеру, а ресурс лежит на глубине 300 метров, а пробка идет типа минимально 400, там, да, максимально там 800. Увидит ли эта пробка то, что лежит выше номинальной поиска? А он говорит, ну да. Ну понятно, да. Можно, в принципе, стоять на месте и кидать. Но это тоже такое себе удовольствие. Так, возьмем тогда мой детектор другой. Это не зависит от него, все равно цена такая же по броску. Сейчас пройдем немножко дальше. Радиус 55. Так.
Сейчас до 2200 дойдем и будем кидать еще 2200. Мне нужен Вистерию. Dark List. У меня пробок мало взял. Я просто этот хотел немножко пойти и покрафтить эти штуки. Ладно, пускай пока висит там. Но если он быстро бегает, то это бодренько. А когда он бегает медленно, то это не бодренько. Вот, приходи на стрим и обсуждаем. Лол. А ты где, на Нексе, что ли, находишься? Мне много не надо. Мне чуть-чуть для прокрутки этого квеста каждодневного. Лол. Опять нарконисиум. Ты посмотри, что творит. Я не особо любитель майнить, не знаю почему. Ну, единственное, что ты можешь увидеть, то красивые деревья, можно природу смотреть, изучать и всякое такое. Ага, на арке, да. Но мы с вами не на арке. Поэтому майн тем сложнее, то что пустых пробок много, понимаете? А хант постоянно идет крутилово, постоянно какой-то лут сыпется. То есть постоянно в действии, постоянно в движении. А здесь можешь кидать. И то, что тебе нужно, хрен найдешь. Вот что самое интересное. Так ты моба выбрал, знаешь, что падает с этого моба, и прекрасно фигачишь его. Какие-то вообще не то, блядь, то, что я вообще не то. А? Что это за звуки? А, он не ответил. Можешь так, можешь чаще, ищи как удобно. Ну видишь, каждый по-своему ищет, как ему удобно. На арке тоже хорошо копать, да. Если майнинг, то арка это золотое дно. Но почему-то у кого денег много, они кидают сразу на 3. А на 3 я не знаю, ну оборот может увеличивают. Может быть, да. Мне больше зашло хант и майн, пробовал крафт, такие минуса. Нет. Смотря что ты будешь крафтить. Если у тебя, допустим, чертежик вот такой вот, у тебя он прокачанный, да, и ты на эксплозиве крутишь, чисто можешь качать инженерочку вот так до 15 уровня спокойно на первых эксплозиях. Во-первых, ты получаешь шрапнель, получаешь кучу чертежей, глобы, получаешь еще стружку и патроны. Если грамотно крутить от 200-300 пед в день на именно на этом чертеже, на первом, то ты там будешь в нуле или в небольшом плюсе. Аккуратно, если крутить. Потом это то, что ты шрапнель скинул, пошел этой шрапнелью помайнил. Ну да, но видишь, 3 педа заброс, но зря ты кидаешь на эти, на эти, как называется, на третью трежеру. Но если у тебя 10-50 тысяч пед есть, да, я бы кидал. А так я бы не кидал бы на
на трежеры. Зачем это нужно? Здесь чем хорошо, видишь, нету животных. Куча идет и все. Ну, торпеда понятно, если ты хочешь увеличить заброс, тогда, но на свой страх и риск. Я бы, допустим, не рисковал бы кидать на все три, даже на Аркадии. А в надежде там что-то выкопать, это маловероятно. Поэтому только я бы кидал бы то, что я знаю, то, что мне нужно, и где это находится, а не авось кидать, лишь бы чтобы найти. Смотря для чего мне это нужно кидать. Что я с этого хочу получить. Конечно, вот видишь, я вот ищу, допустим, определенный камень, а мне они ищут какие-то другие, какие-то попадаются. Ну и нахрен мне это нужно. Что это было? Ребята, что это было? Мать вашу, что это было? Что сейчас было? Бля! Что это было? 18-й сайз? Это Хок был? Сука, мне хуево стало, я вспотел. Бля. Что это забыло нахер? Все нафиг, не буду ничего делать. Я устал, все, пошли, да, пошли копать. Ё-моё, что это было? Мне аж, бля, аж плохо, сука, стало на последней пробке. Что это было? Мать вашу, сука, я испугался, блядь, мне аж херово стало, что это было? Я поймал джекпот, я 1000 рублей слил на казино, походу. В этом, ну, в реальности, я 500 рублей казино волна закинул, немножко покрутил, все слил. Потом еще другой слил казино. Фу, блядь, а что это было? Давай посмотрим. Я же не буду сейчас стримить, выкапывать это, блядь. Но это бред. Мне скажут, иди нафиг отсюда, блядь, больной. Ты. А что, Грац, я даже не знаю, что было. Это, наверное, мне вернуло все мои минуса, которые я здесь сижу, наверное, с мая месяца. И пиу-пиу по 2 педа, пиу-пиу по 2 педа. Все, переходим на майн, ребята. Все, хант не нужен нам. Так, а я ничего не понял. Давайте мы пока посмотрим, что это у нас. Так, суммон. А как суммон? Суммон не получится, да? Так, давайте тогда шоу-мап. 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 Всем благодарю за просмотр. А мы пошли выкапывать. Лист выпал. Какой? Листериум. Обычный лист или дарк лист? Мне нужен дарк лист был, чтобы я не мог немножко помайнить. Так, ну это мини хватит копать. Это, ё-моё, это пипец. Так, давайте пока мы выкопаем, что можем самое ближе. О. Стоп. Подожди, я ни хера не понял, короче. Подожди, у меня этот Листериум Стон упал? А это другой. Мне не этот нужен. Мне не этот пока нужен. Мне другой, мне другие выкопать надо. Я, короче, запутался. Ага, вот он. Все, давай сейчас возьмем машинку. Быстро покатаемся. Чудеса в решете. У меня был глоб на Листериум. Блять, почему не Дарк Лист? Слушай, а на что я...
А я какую скалку в руках держал? Вот эту нубскую скалку в руках держал? У меня даже глоба этого нету. Энхансер на ней висит какой-то и все. А, нет, энхансер даже нету. Офигеть. А, видишь, как он сделан? Блять, ну мне зинк не нужен был, блин, ё-моё. Я вот специально 3000 пет оставил аккуратненько, да? Ну, чтобы на стрим оставить, чтобы туда-сюда. Видишь, все. И думал, сейчас пойду. Я купил себе пил, посмотри, сколько пил я себе купил. Чтобы пилить дрова еще. Последний раз, думаю, попилю в августе. И потом только в сентябре. Мне, в принципе, это, я там уже постримил 7 часов в августе. Плюс там у меня я квест еще написал для Next Island. Они сказали, что они будут использовать какой-то там жюри, чтобы выбрать какой квест. Но я не знаю, кто там им написал. Но я написал квест в поисках священного пламени. Вы можете посмотреть, скачать. Если кто сайт знает, можете посмотреть. Я понимаю, что так делать не надо, да, как я делаю, вот так вот. Потому что это тратится бензин, но здесь он тратится в минимальных количествах. Вы можете посмотреть, допустим, сколько у нас тратится бензин, да. И так разобраться, сколько у нас здесь тратится бензин. Давайте посмотрим. Вот. 0,75 oil тратится за сколько там километров. А мы проезжаем меньше там 100 метров. Так что такое Альферикс? Дай-ка посмотрим. 111, 105. Нарконисиум, Зинкстон 104. А это тоже 104. Но видите, маркап похуже. Маркап похуже, чем в этом на Аркадии. Ну, опытные майнеры, как бы я в курсе, да, опытные майнеры. Опытные майнеры, они все-таки стараются майнить на аркаде. Я не знаю, с чем это связано, дорогие мои. Я не знаю, с чем это связано. Но на аркаде все-таки, может быть, она предназначена, во-первых, и неплохо для ханта. Там меньше падает шрапнели, там падает два вида масла всегда. Все-таки Аркадия, она мягкая планета для новичка. Сирена, я все-таки считаю, она не для новичка. Хотя там сделали тоже условия, как бы можно и новичкам тоже сидеть, то есть мелким уровнем. То есть там можно и мелким уровнем сидеть. Короче, везде можно сидеть. Было бы у вас время, да, как у меня времени. Бог дал время, слава Богу. Можно посидеть. А, он еще походу этот. А, нет, смотри. Подожди, я не понял, где он? Это мое, наверное. Я хотел стереть эту уже скалку. Я еще заодно купил бы такую скалочку. А, ну понятно. Он на работе. А какой лист выпал? Если обычный листериум, ну это обычный лист, блин, ну ё-моё, мне бы дарк лист хотя бы. Ну что происходит, а? Ну это все, короче, это конец стрима. Я же не знаю, это там же не башня все-таки. Там башню, конечно, все мечтают майнеры выкопать. Но это небольшой. Куда мне его девать? С собой везти, но могу потом привезти его на этот, как называется, на этот, на Кирену. Ну, это обычный лист, наверное, да, это не дарк лист. Зараза, блядь, а мы дарк лист так и не нашли. Ладно, потом купим тогда, что поделать. Плам этот продадим, он особо не нужен. Здесь его копить смысла нету, манить мы особо сильно не будем на этом.
А я даже не знаю, что там выпало-то. Или обычный лист, что ли? Да. Какой первый раз, чтобы в онлайн. Не успел, блядь, стрим запустить и попал. А я думаю, что-то надо мне пойти помайнить. Я хотел лист найти, чтобы крафт сделать. Я не майнер, у меня нету ресурсов. Кстати, ну вот, видите, я же немножко попилил месяц. У меня крафт ресурсы немножко поднялись. А я даже не вижу, где. Где я? А где я? Made in USR, где? Все. Блять, я походу куда-то улетел не туда. А может он не покажет мне здесь меня? Алекс какой-то. Беркут, Сквад, Крудый Ойл. На какую-то херню, походу, копают, всякие ойлы копают, которые особо никому не нужны. Я даже пытался продавать ойл бензином мелкими пачками, по 5 пет 105 ставил на Калипсо. Никто не берет, этот хлам никому не нужен. Купив ТТ преобразователь, и вот тебе твой лист. Не-не-не, нет, мне нужен Dark Listerium Ingot. По-моему, Dark Listerium мне нужен. У меня есть немножко, я 6000 накопил пота здесь. Слушай, а где я? А у меня, наверное, нету здесь, да, пока я не выкопал? Или это просто глоб был? Я не понимаю ни хера, где я? Да нет у меня здесь. Наверное, было 100 пет, наверное, какие-нибудь. Или 150. А, 600 пет, ни хера себе. Подожди, 600 пет? Это сколько же мы, блядь, выкапывать будем? Нифига себе, 600 пет. Офигеть! Получается, можно еще спокойно жить до... А я хотел 30 баксов задонатить. 50 баксов. Ну, я, получается, ну, вернул себе небольшую сумму, которую я потратил в реале, как говорится. Ну да, грешникам везет. Блин, жалко, конечно, что это обычно. Если был бы Dark Listerium, вот, это не Dark Listerium, это обычный Listerium. Должен быть написан Dark Listerium, обидно. Видишь, я даже не нашел, походу, Dark List. Но это обычный Listerium. И обычный будет Listerium Ingot. У меня есть такая штука, вот. А заодно у нас, во-первых, будут стираться эти. Я не смогу его выкопать, это долго будет. О, кстати! О! Хорошо, что я не продал своего этого. Сейчас, смотрите, кузяку включаем своего, который помогает мне рыть. Включаем ему, как раз у него еще жизни немножко осталось. Вот, пассивный эффект, экскаватор. Вот сейчас будет активация. Смотрите, Your Chosen Passive Effect Begin. Все, он включился у нас. И мы начинаем его рыть. Я не знаю, сколько... Подскажите, пожалуйста, сколько? 1, 2... Блин, 2 часа, когда я выкапывал 1200, 3 часа. Может быть, здесь будет быстрее с ним? С этим, с животным? Я думаю, что с этим будет быстрее. Но это лист, ё-моё, был бы это Dark лист, вот я был бы счастлив. Да ё-моё, это обычный листериум. Твою ж дивизию, он вообще не ценится ни хера. Это обычный лист. Подскажите, пожалуйста, это то, что я смотрю здесь, график, это по всем планетам идет, правильно, график, или только по Next Island? Или это маркап считается по всем планетам, считается? Ну, его можно за 105 пет спокойно, за 105% выкинуть. А если ингот посмотреть цену, там, наверное, будет больше ингота. Но чтобы ингота 600 пет заинготить, ты потеряешь вот на этом вот.
И вот на этом вот потеряешь деньги. Он потому что будет стираться каждую секунду. Кажись по всем, да, маркап идет? Нет, но это не дело, ребята, это тогда не будет засчитываться. Хотя майнинг же, это майнинг, как считается как хант. Я же не виноват, что, допустим, у меня побахнуло. Ну, попилим, пообщаемся, я не знаю, сколько он часов приблизительно стоит. Полчаса, час, 2 часа, 3 часа. Сколько он будет стоять? Ну, это долго, это пипец, это можно пойти погулять, прийти. Ребята, сколько это копать? Это просто жопа будет сидеть. Я с ума сойду так сидеть. Я никогда такого не делал. Я когда глобнул первый раз на майнинге, тоже, по-моему, листом на 105, на 160 или на 60 или на 160, я не помню. Когда я бензин мне нужен был, я пошел копать бензин, а ударился. Короче, это второй раз. Этой искалкой я глобаю, посмотрите. Листериумом теперь хофнул. Вот смотрите, вот на эту штуку. Это хорошая искалка, удивительная. Очень интересная искалка. Вот какой-то инвестиминер профессион дал мне 7 уровень, можно покачать. Искалка очень интересная, ребята. Но я даже, видите, без глубины ее делал. Час-два копать. Приветулечки, приветулечки. Вот. Надо на память себе скрин сделать и в Discord закинуть. Нубас бабахнул. Но это не такая большая сумма, конечно. Где мы бабахнули? На 600. Карабас-барабас, походу, тоже Дуримар, молодец. Азурдит он, походу, бабахнул. Надо его поздравить. Карабас Грац. Он тоже, походу, хороший майнер. Карабас Барабасович, он в друзьях у меня. Вот он опытный майнер. Видите, я не кидал на 2. Я шел на определенный ресурс. Поэтому, да, когда ты идешь на определенный ресурс, это в майне всегда уменьшает твои затраты и увеличивает твое время затратности. Блин, вот эти вот, сука, маленькие нюансы, а от них мозг кипит. Иначе бы я тупел. Меня, говорит, за что, блин? Азурдит. Меня, говорит, а за что? Он, по-моему, даже и не заметил, что он хофнул на 600. Так, я сейчас тогда скриншот сделаю. На память. И закину в Discord себе в свою. Сейчас в Discord зайдем. Но это, конечно, скучно. Я хотел еще пострелять. Я хотел еще порубить. Ну, накупил себе всякого. Я думал, короче, что я уже в минус ушел в небольшой. Да, но у меня аукцион не продался. Ни нанокубы не продаются. Какие-то мелочи продаются копеечные, меньше 10 пет. По-моему, автомат продался, который он мне давал, анлимный. И небольшие суммы. Я тогда не буду пока продавать за 103. Я потом прилечу к этому. Да ладно, я этот. Ну это фигня. Ну, фигня. Ну, фигня для кого фигня, для кого не фигня. Видишь, я вчера 1000 рублей потратил. В итоге, кстати, одно интересное, я не рекламирую, да, казино, но просто есть одно интересное, я, правда, уже даже не помню, что я просто все удалил. Я сказал, что я больше в казино вливать не буду в онлайн. Кэшбэк 50% было, я 500 долларов, ой, 500 долларов, говорю, 500 рублей закинул, покрутил почти в ноль, а на следующее утро просыпаюсь, у меня 250 рублей. Я опять покрутил в ноль, и все, и все, и стер нафиг. Больше не буду кидать. Другой тоже закинул 500 рублей, а он при регистрации дал мне, по-моему, 50 или 100 и фри спинов. Я там 5000 рублей выиграл, но они перенеслись на бонусный счет. И мне нужно теперь открутить 100 тысяч рублей, чтобы я эти 5000 вывел. Я сказал, нафиг, не хочу. Все, связываться с казино я не буду. Вот нет у меня лишних денег. Раз в месяц даже я тоже уже не хочу. Я лучше на 500 рублей манты эти куплю. Как не манты называется, как называется? Как пельмени называются по-другому? Такие. Блять, пельмени как по-другому, блядь. Не манты или как они называются? Манты. Ну да. Манты или как они, блядь. Хер его знает. Пельмени по-другому как? Такие вот. Вот такой вот. Я лучше такой куплю. 180 рублей килограмм. Чем
отдавать в казино. Нафиг, не хочу в казино, короче, отдавать. Вот лучше вот сюда, в энтропию. Бахну и все. Так что, видите, специальный, короче, у меня этот есть диггер. Вот. Он помогает мне. А чё он у меня? А, он у меня поливает, но у меня мало этого. У меня его всего лишь 2 штуки, сейчас он сотрется. Но смотри-ка, он экономичный. 2 педа, да, 2,40. А этот у меня сдох уже. Все, в принципе, я могу его убирать. Он мне уже не нужен. Так, здесь не нужен, тут не нужен. А, ну у меня, в принципе, штука есть здесь. Мы будем прямо не отходя от кассы, можем чинить. Если что, у меня портабл есть с собой. Вот такая штучка интересная. Repair онлайн называется. Вот. 25-довая. Ничего страшного. Это переносной. Очень удобная штука для майнера тоже. Если он где-нибудь далеко бабахнул и у него уже нету денег на чип. Ну, видите, я не нашел пока. У меня нету прыжка. Один прыжок остался. А, еще поздравьте, я сделал этот. Правда, у меня чертеж на... Сейчас скажу, на что я чертеж сделал. Я сделал Elysium Quest недавно. И мне дали элизианский Crystal Core. Crystal Core Blueprint. Я уже сделал несколько этих материалов. У них там 150 или 170 маркап на них идет. Ну, я еще эти делаю. Небольшие ордера ставлю по 130%. И мне делают вот такие штучки, мне дают всякие коры. Я крафчу. Но я понимаю, что крафт это тема опасная, что это тема для тех. Вот смотрите, наш паренек, смотрите, что творит. Андрей-то Богдан, посмотрите в Entropy Life, сколько у него хофов уже. На $3400 бабахнул шрапнелью. Теперь он может спокойно идти и хантить по мелочи и просто расти вверх на виксонах, на мерпах, на фоликах потихонечку. Ну, если он просто хочет гриндингом заниматься. А зачем? Когда он хофает чуть ли не каждый день такими суммами. Видите? Кому-то везет. Смотрите, опять хоф. 1700, пожалуйста. 1600. 1600. Видите, он просто дождался этого отдачи. Смотрите. Подряд хофы идут, смотрите. Вот, смотрите, хофы подряд идут. Ну, я ему в личку пишу, мне не отвечает. Я ему написал, типа, поздравляю, жди, он молчит. Наверное, боится чего-то. Ну, дай бог, если это все честно, это не твинк, и он сам это заработал и сам покрутил. У него там дофига, у него больше, по-моему, 100, около 200 тысяч долларов оборот. И поэтому ему идет возврат. Так что смотрите сами. Так, а мы пока попродаем немножечко, похудим. Никто у меня не покупает, правда, ничего. Много-много суеты. Я честно скажу, я вам не ожидал. Такое ощущение, да, что просто кто-то это фортуна или этот, или я не знаю как. Но вот как вот можно на последней пробке, я уже хотел разворачиваться идти и жахнуло. У меня даже еще вот остались 2 педа, чтобы кинуть. И на последней пробке мне жахнуло. Как так? Но я пока не вижу, чтобы он помогал мне выкапывать 10%. Пускай будет, я не знаю. Но вроде он много не ест, посмотрите, если его не дергать. Он вроде уже включенный, да, у нас. Show Pet статус. Пассивные эффекты включены у нас. Энергия 10, энергия 100%. Excavation, Reload, Speed Increase. Видите, как хорошо, что я его не продал. А так я должен был его, по идее, продать. То есть 10% у нас будет меньше выкапываться. Это этот, наверное, как они говорят, не бог Лутис, а как они называют в чате, ребята, как они называют этого, по-другому еще называют рандома. Акаки, вот. Почему Акаки называют? Акаки Церетели. Это ж такой был вроде этот архитектор или скульптор, я не знаю. Так, где у меня, где мои личные сообщения? А, подожди. Не понял. А мой личный сервер где? Твою ж дивизию.
Подождите, профиль-то понятно, а мой личный сервер где, сука? Куда он делся? Я же не мог выйти из самого себя. Подождите, а где мой сервак? Подождите. Свой шаблон. А куда мой сервер улетел? А, вот же я. Сука, блядь, на себя смотрю, дебил, блядь, и не понимаю, где я. Я не знаю, ребята, почему у меня не переводят субтитры, а? Вроде музыка не такая, как говорится, громкая у меня. Я включаю субтитры, а они не включаются. Раньше включались, потом не включаются. То ли какие-то баги происходят, то ли они специально выключают субтитры для русских. Я не знаю. Хотя только лишь я наполовину. Я метис. У меня смесь. Поэтому я не чистокровный. Так, сейчас я по работе посмотрю. Один заказ поймал на 10 тысяч. 4 тысячи сразу минус, и сразу этих денег нету. Все. На интернет отдал, за кредит отдал, туда отдал, на мониторовский. Все, денег нет. Что были эти 10 тысяч, что их нету. Я даже за квартиру не смог заплатить. На жене только, блядь, на 1000 рублей лекарства купил. У нее какие-то проблемы с ногой были. И надо было там ей обезболивающее, на уколы делать 5 дней. А что за логотип конкурс на 5000? Ну какие 5000? Какие 5000? Спортивное питание, спорт, движение, жизнь, good balance. 5000 рублей, ну несерьезная цена, ребята. Ну что такое 21 век, 2023 год. Ну понимаю, 50 тысяч, 100 тысяч за логотип конкурса. Что такое? Я в шоке. Сейчас мне придется сюда. Это вообще другое. Не, вообще, что такое 5000? Они 5000 только тратят на, чтобы, как сказать, чтобы разместить объявление, они 5000 тратят. Я в шоке. Какие 5000? А за 5000 в конкурсах уже не участвовали, все. Ну что, короче, это очень долго, ребята, будет. Или недолго. Ну, в принципе, он вроде как-то бодренько, да, идет. А, ну уже 105 выкопали. Посмотри, как легко, ребята. Смотрите, вообще шикарно. Уже 105, в принципе, выкопали. О! Так, 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 так. А, ну, в принципе, тяжесть, понятно. Но мы потом, в принципе, у нас недалеко. Мы можем потом просто сесть и поехать на машинке. Это не проблема. Пускай будет. Не страшно. Так, сейчас я отойду на секундочку буквально. Водички хлебнуть.
Шакал. Покупай, блядь, детям, называется, этот, клавиатуры новые, блядь, для ноутбука, блядь, кнопки вырывают с корнем. Хрен больше вам, они донаты, блядь, никакие, пошли в жопу. Мне тоже нужно клавиатуру новую, блядь, покупать. Это уже старая, Zio какая-то китайская. Но она механическая. Можно купить ее за 2,5-3 тысячи рублей. Механика. Вот она, механическая, она старая уже. Маленькая она, удобная. Так, пускай пока он копает. Да, короче, я не знаю, что происходит, но у нас уже, видите, какой килограмм пошел. Подожди, сейчас я этот включу. Сейчас подойду. One second, please. Где ты ее нашел? Почему ты вырываешь ногти?
из киви. Там закрыто все. О, сейчас подойду. О, боже. Хочу робот. Как это? У меня есть киви. Надо будет подумать, как это сделать. Киви банк. У меня есть киви, но не знаю, как он работает. Так, что здесь у нас происходит? Слушай, а подожди, 205 он делал удивительно, но смотри, он почти сломал экскаватор. Получается, 2,4 педа, это 200 с чем-то пед, получается, выкапывает, да? Надо посмотреть. Ну, это, конечно, все можно посчитать. Сейчас будем... Слушай, а мне не хватит. Два этих. Да, пек скорости копки дает. Да. Yes, of course. Да. Он пет дает скорости копки. Пассивный эффект у него я открыл ему. Excavation Reload Speed Increased 10%. Что-то там Strange, там что-то сила выкапывания убыстряется, что ли. Хрен его знает. 10% быстрее, поэтому, ну не знаю, это не так в принципе много, это не так принципиально, 10%, но все равно. Все. Еще два заказа есть, неплохо. Так, надо нейминг. По неймингу мне заказы какие-то девочки меня нашли. По условиям все то же самое. Пет йог. Ну, он вроде, я не знаю, он как бы стоит. Если его не дергать вот по этим вот всяким штучкам, вот по этим вот не дергать его, он будет тратить энергию меньше и жрать меньше будет. Но понятно, что им надо ему давать. Но я, в принципе, здесь еды много наколотил. Потом можно, в принципе, пойти, если его хочется накормить на халяву практически, покопать на 10, 20, там, 30 пет этого свитстафа, по-моему, смешать его с фруктами и получить нутриобар и покормить его. Это, в принципе, не проблема. Самому его кормить. Так, кто не хочет этим заморачиваться, покупает. Я смотрю рынок, но рынок вообще тухлый. Никто ничего не покупает у меня. Никому ничего не надо. Все только продают VTC. Я так луплю, смотрю, может быть, кто напишет. Ну и у меня цены немножко большие я сделал, проверяю. Кстати, я этот продаю, если что. Этот вот за 8 пет могу отдать. Он потому что этот у меня Индер, но я его починю, он как новенький будет. У него 200 из 200 Tier Increase Rate, так что на нем можно, если кто начинает копать, очень удобная штука. 101 искалка. На нем можно бегать до 5, 6, 7, 8 уровня профессии, потом уже переходить на 105. Но я ее тирить не собираюсь дальше. У меня вот одна есть дырочка. Думаю, дальше смысла ее тирить нет. И видите, что самое интересное? Вот на этих вот не получается. Вот, а вот это удивительная вот это вот удивительная штука. Вот на ней 2 раза уже глоп и пов. Вот я не знаю, что в ней такого демона. Я даже не знаю, как ее нашел, вот эту штуку. Я думал, я перепутал с анлинной рактропией ее. И купил. Думал, давай-ка надо ее уже постирать. И думаю, на ней буду искать этот Листериум, Dark Листериум. Ну, сейчас купим Dark Листериум еще.
Такая вот штучка интересная. Но она, видите, бьет совсем не глубоко. Интересно, а на сколько метров мы нашли? Он 300... Смотрите, вот удивительно, да? 318 метров, типа, глубина залегания. Как так? 318 метров, а у нас написано Average Search Depth, глубина 204. То есть, получается, он пробил на 100 и вытащил. Я не знаю, как это работает. Я не майнер, так что, честно, не знаю. Можете комментировать, конечно, это интересно. Я далеко не майнер, поэтому... Но интересная штука. Вот такое счастье, наверное, они часто делают. Это нужно каждый день, наверное, крутить по 10, 50, 100, 150, 200, 300 пет. Делать обороты, продавать, знать, что, куда идти. И потом уже у вас через год-два появится опыт. Вы сможете уже более-менее нормальным быть шахтером, копать хорошо. Что он до сих пор не сломался, посмотрите. Офигеть. А сколько он выкопал? Непонятно. 250 пет выкопал. Куда мне его девать? Кто это купит? Надо, получается, его придется мне отвозить на этот, что ли. Ну, это шлак весь. Он особо не нужен. Надо бы пострелять, пойти немножко деревца попилить хотел чуть-чуть. Но у нас сегодня получается как больше к майн. Так, что у нас продают на Кали? Может быть, что-нибудь вкусненькое кто-нибудь нашел, выкопал или у кого-нибудь выбил и решил продать. Это хорошая штучечка. 60% эффективности практически. Можно ее довести до 70, может быть, каким-то образом. Но она очень быстро стирается. Белов Average. Просто стирается. 66 пет будете каждый раз тратить на починочку. Ну, это если у вас есть 1005 пет лишних, как говорится. Да, можно использовать его. Сет продает Велизарий Гост. Интересно, почем он продает его. Тут от него все начали избавляться от ГОСТа. Карифоид, Берсерк. Так, это что у нас? 90 мл. Подожди. О! Он, наверное, дорогущий, да? Да. $600 стоит. Это, видите, он дает 5% перезарядки, но у вас регенерация отсутствует. Минус там 100% регенерации. Такая вот шапочка аналимная, тоже хорошая, если выбить. Карифорида вообще шикарно будет. Аналимная штука такая. Короче, не понимаю, почему нету у меня субтитров. То ли музыка мешает, то ли что. То ли специально отрубили. Может быть, сама по себе эта штука, она долго, видишь, перезаряжает. Смотри, как она долго перезаряжается. Раз. И стоит, он стоит, стоит, стоит. Потом опять. И опять. Может быть, конечно, есть другие экскаваторы, которые, допустим, если ты 5-6 часов должен стоять, а ты будешь стоять 1,5-2 часа, то есть дико экономит время, но эта дикая экономия времени по деньгам очень дорого обходится в плане покупки. Слушай, сколько он копает? Уже он выкопал 265, и он сейчас сотрется у нас. Сколько приблизительно здесь? Небольшой такой.
Блин, листериум, он зараза, даже он здесь, этот лист появился. Был бы Dark лист, вот тогда было бы кайфанет. Можно было все эти 600 пет спокойно пускать на каждодневное куда-нибудь квесты интересные. А с этими что делать, с этой мелочевкой? Это все нано-кубы полетят. Они маленькие, они бесполезны. Тем более Ironstone не котируется. 102, это вообще ни о чем. Это еще 105. Такое себе удовольствие. Почему-то черт дернул меня именно вот сюда прилететь. Я еще видел, здесь кто-то бегал. Этих вот зеленые точки были. Я решил побежать в середине. И думаю, я уже здесь точно ничего не найду. Потому что кто-то уже, наверное, пробегал и тоже искал, наверное, Dark List. И все для своих нужд. И уже хотел поворачивать обратно. Даже хотел сэкономить 2 педа, чтобы пойти пострелять кабанчиков. Самое интересное, что, допустим, я могу поехать. Ну, у меня еще как бы бензина здесь вроде... Сколько бензина осталось? Он очень нетребовательный к бензину. Бензин у нас есть. Вес твоих карманов как бы учитывается, а когда ты садишься в машину или в летательный аппарат, то ничего не учитывается. Вот удивительно, да? Но я вот сейчас первый раз его применил. Но я думаю, все-таки его лучше применять тогда, когда у тебя крутой экскаватор есть, который пилит. Тогда он поприятнее, наверное, будет работать. Двуглучис. Долго-долго. Ну, получается, на Next Island, получается, я не зря просидел эти месяцы, с мая месяца. И то, что я стрелял, всякую чушь, вернуло на майне почему-то, удивительно. Иногда кто-то тоже так кто-то делает. Кто-то стреляет, ничего не получается, берет какой-нибудь чертеж, найдет на крафт и сразу ему все начинает возвращаться. Но, конечно, Андрюшка, наверное, очень сильно ждет. Молодец. Смотри, сколько хофов подряд. Раз, два. И демонитор тоже колпашит. 3. Вы говорите, что это 4, 5. Здесь, короче, смотри, сколько хофов подряд может быть, да? Офигеть просто, да? И вот 6, 7. Может быть, хофов и 10 подряд, пожалуйста. И он Юрий, корова, Юрасик. А говорят, денег здесь нету. Ну, если бы не было денег, бы здесь бы давно уже никто бы здесь не сидел бы, никто бы здесь не играл бы, никого. Вон, смотри, подряд хофы пошли. Крафт, потому что крафт. Но видишь, там и риски, конечно, большие. И большие обороты. Все, он сломался. Сколько получается он, прежде чем сломаться, он почти 300 пет. Ну, неплохо. Ну, неплохо, да? 300 пет откопал, и он сломался. И он стоит... Он анлимный, во-первых, да? Вот эта вот штучка, она анлимная. 2400 дешевле стоит, допустим, чем вот этот вот копалка ТТшная. Но ТТшная копалка тоже интересная. Надо было посмотреть, допустим, сколько она может выкопать полностью целиком. Я не знаю, не проверял. И еще она тирится иногда. Только я не знаю, наверное, что сюда можно, какие тиры, наверное, вставлять. Наверное, на скорость или что-нибудь еще. А когда будет
CryEngine новая. Интересно, как эта вся графика поменяется. Но она своеобразная, все равно своеобразная красота у нее есть. Может быть, она, конечно, эта графика устаревшая, но она имеет свою атмосферу, сама эта графика. Все равно. То в энтропии не 1 год, она ему уже полюбилась, даже такая графика. Пусть она будет не в как CryEngine, да, но все равно какую-то свою она мини-реалистичность, так сказать, имеет. Именно в инженерном изыскании. Интересно, даже логотипчик такой прикольный есть. Что мне нравится вот так вот делать. Бэм. Начинает крутиться. И раз почему-то я начал крутить, и он долго крутился. О, видите, что можно смотреть? Можно включать и смотреть, как он работает. Видите? Вот. Такая кнопочка есть здесь. Вот, видите? Он вот так делает. О. О, вот давай посмотрим, что там у него. Прикольно. Там майнинг. Ну вот, чем хорошо, в этот момент можно пойти книжку почитать, что-нибудь поделать. Он как бы тоже, вот майнинг, с одной стороны, если такая штука происходит, то он дает вам дополнительное время свободное, так сказать. Ну, уже 800 килограмм. Сейчас мы пока одевать не будем, пока дотрем до конца, потом уже в конце оденем и починим. Вот такие штучки тоже есть. Нам очень много я брал у стримера хорошего, у Дональда Вудро Вильсона. У него, в принципе, 25 тысяч баллов за Twitch. Он дает вам анлимный ствол неплохой. И может вот такие штуки давать 15-пидовые. Это 7-пидовые, а есть 15-пидовые. У меня еще целых 2-3 штуки, по-моему, валяются новых на Рактропии. Вот. Сейчас посмотрим, как он будет себя вести. Давай посмотрим. Ой, где он? А, ну вот он, видите, начинает ням-ням-ням делать. Это такая специальная штука, которая чинит транспорт, стены при налете роботов на Лохар, на Медузу, на Пандору. А на Пандоре я иногда стрелял в большого робота и прятался в Слепнир, потому что он огромными шарами кидает, иногда взрывался я. Слепнир тоже, ну прикольно, он там шмаляет, ты там сдалека его лупишь, он когда только на тебя поворачивается, ты сразу прыгаешь в слип, опять вытаскиваешь, опять начинаешь лупить. Иногда он там хофает, иногда глобой, там какую-то копеечку тебе тоже дает, но это нужно хотя бы лишние 5-10 пет иметь, чтобы в него это все выстрелить. Так что как-то так. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Какие-то штанишки продают, но это, видимо, просто моднющие странички. И штанишки, они ничего не дают. Их можно, в принципе, покрасить, какую-то текстурку можно на них, наверное, сделать. Такие штучки продают, разные люди делают. Но они не очень дорогие. Лишь $1,5. Кто-то продается ломато опалом. Вот такую штучку. Она анлимная. Но стреляет не так шустро, конечно. Дальность у нее оставляет желать лучшего, 60 метров. Но у нее очень маленький дамаг. Ну, в принципе, для до 50 хп мобов пойдет малять. Но эффективность маленькая у нее. Так, а это что у нас? 55% Default Fire Forge. Good, то есть это даже не very good. То есть она будет дико стираться. Требует 100 уровень лазера, блин. Но и скорострельность у нее никакущая. И дамаг у нее никакущий. Короче, пушка среднего пошиба, так сказать. Если кому деньги хочется сливать, вот такие пушки покупают. Поэтому она не стоит своих, как говорится, денег. Ну, если она не стоит она этих денег. Лучше вместо этого купить с меньшим дамагом X3, и то поприятнее будет.
Так, что еще продают? Давайте посмотрим. Это что такое? Торшер или люстра? Это люстра, ё-моё. Вот лампочка. Это страшно. Да, я говорю, в 3D Max что-то делают в каком-то. В каком-то 3D Max, похоже, делают. Так, геликоптер кто-то продавал, я видел, да? Да, вот геликоптер продают. Анлимный, кстати. Анлимный вертолет, по-моему, на 9 мест. Но он кушает ойл. 0,45 ойл минуту жрет. На километров он жрет 2 ойла. 2,10. Дорогой, по-моему, он стоит. Да, по 1700. Короче, около $200 можно и подешевле договориться найти. Видите, у него энергия падает. Было 34, стало 29. Но мы уже с вами выкопали 340. Я думаю, конечно, будет дольше. Думал, будет дольше. Никогда, честно, его не применял. Попробовал посмотреть. На 10% приятнее. Хотя можно его продать за 100-155, но и что мне сделать эти 100-155, они мне особо погоду никакую не сделают. А так его один раз покормил, и он тебе хватает надолго. Глобы не каждый день, то такие вот штучки не каждый день, поэтому он лежит себе в выключенном состоянии, в корзинке вашем, да, на складе, он кушать не просит. Так что так очень удобно с одной стороны. Когда у вас нет дорогой копалки, которая сокращает вам время, можете использовать вашего питомца, так сказать. Я еще пока $300 не вливал, потому что деньги очень сильно, доллар очень сильно повысился. Был 90 рублей, сейчас 97 растет. Я сказал, что он будет 100 рублей доллар. Мои вот прогнозы должны сбыться. Доллар цена уже 97,4. Я думаю, что сейчас был небольшой спад, и он опять пошел наверх. А он стоил, елки-палки, 90 рублей. Ну, так он стоил 60 рублей, он стоил 1 июня 2022 года. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. 93 рубля он был 1 марта стоил. Но сейчас он должен будет, думаю, выше пойти. Я не знаю, конечно, с чем это связано, но... Благодарю Михаила за поддержку, кто задонатил мне на Сбер-карточку 500 рублей. Отдельный респект. Я ему выразил благодарность на ютубе в закрепе. Я ничего не понял, просыпаюсь, открываю Сбер, а там написано от подписоты. Так что $30 я пока еще не задонатил на ключи. Это мои старые боксы, которые я выбил на Мейхеме, по-моему, я не помню на каком. На летнем, по-моему, где-то что-то валялось, у меня остатки. И я не стал покупать ни новогодние, пофиг там, ни мейховские, ни такие зимние. Открою то, что есть, и бог бы с ними. Все равно это понятно, что это глупо открывать 30 штук. Надо открывать сразу штук 200, 300, 500, но извините, у меня нет 200 баксов, чтобы сливать. Была бы своя квартира. Но, как говорится, пока то, что нет, того нет. Ищу работу, но, к сожалению, пока ее тоже нету. Ну, было собеседование, но я сразу ушел, выключил сразу, как только узнал. Есть ребята, они играют, по-моему, не в РФ онлайн, что-то R2 онлайн, я не знаю. Типа мы, говорит, продаем валюту через FunPay. Их там за 1 миллион, что ли, голды. Она стоит, миллион вроде стоит 11-14 рублей за миллион голды. То есть вы можете фармить, он сказал, за 1 час 120 или 160 тысяч, или 120 миль. Короче, я посчитал, что в месяц, если вы будете в 8-часовой рабочий день биться в игре, то у вас выйдет
30 с чем-то тысяч рублей. Так, если у вас будут постоянные покупатели покупать за 14 рублей за миллион голды, то есть если вы 8 часов работать будете, ну я сразу раз и вышел, потому что R2 онлайн что-то мне не понравилось. Эта игра, я так подумал, 8 часов в день, каждый день с утра до вечера мне сидеть и добывать голду какую-то, еще искать, эти вот там, потом продавать ее на аукционе, а там уже 14 рублей, потом я вижу 13 рублей, кто-то продает за 11 рублей. Получается, потом пойдут 10 рублей, потом 9 рублей, и так вот все обесценивается. И я сказал, не хочу. 8 часов с утра до вечера без выходных тарабанить в какой-то игре за 30 тысяч рублей, и тут, там, наверное, половину будешь отдавать им, и в итоге там будешь зарабатывать 20 тысяч рублей в месяц. Сказал, нет, спасибо, рабов ищите дальше, без меня. Я не стал этого делать. А так, в принципе, фанпейсли можно изучить, если игры не такие сложные. Есть кто обучают, показывают места, они набирают 50 человек, и те начинают тарабанить. Ну, Альбион, кому нравится Альбион онлайн, мне, допустим, не нравится. Я там посмотрел ее, что-то я ничего не понял. Мне вот этот пистолетик нравится, но он 60 уровня, тоже good, видите, он даже не very good, а good. То есть он имеет 390, 335, 345. И вы будете каждый раз после, не знаю сколько там часов ханта, вы будете бежать, чинить его. Да, у него дамаг неплохой, конечно. Эффективность можно разогнать до 65-70, может быть, я не знаю, до которого. Но БЛП не дотягивает у меня. Видите, у меня хитабилити 0 и крит хитабилити 0, поэтому смысла вообще сюда смотреть нету. О, вот такие вот, кстати, у меня есть. Но я пока не продаю. Так, что-то Вудро Вильсон у нас пропал, дорогой наш. Так. Это можно вот такую штуку, ребята. Смотрите на маркапы, сейчас покажу. Вот такие штуки на Next Island, да? Вот такие штуки на Next Island вы можете... Вот, смотрите на маркап. Вот такие маркапы вы можете делать в день по такому билету, только добывая пот. Во-первых, вы делаете билеты, копятся у вас, да? 500 пота собрали с одного моба, из того же 1000... Эти 500 пота, 1000 пота вы сдали, получили эти билеты. То есть 1500 пота получили билет, они копятся у вас, у них маркап у них более-менее нормальный. Но у них ТТ небольшое, видите, 0.15 ТТ, но маркап смотрите какой. Плюс вы пот собираете еще отдельно, плюс вы потом можете еще здесь крафтить, ПВС делать. Возможностей много здесь, на Next Island. На любой планете, в принципе, есть возможность делать что-то свое. Так, что у нас? Сейчас тоже сдохнет скоро, да? Вот, блядь, решил, блядь, постримить. Пойти копнуть разочек. Я купил всего лишь 25 пробок на 25 пет. У меня было там 320, 25 пет. Я пробки вон купил, последние пробки выкинул. И даже не нашел то, чего я искал. Лазариум, Айронстоун, Арканисиум. А то, что мне нужно, Листериум Дарк. Вот я не нашел. Ладно, попробуем купить. Сейчас немножко порубим. Надо допилить одну пилу. Чуть-чуть осталось здесь.
И все. Больше я на фриланс деньги не трачу, потому что смысла нету. Целый месяц я отвечал на заявки, никто ко мне не пришел, поэтому смысла там нету. Кто знает про меня, тот пишет, кому нужен логотип и нейминг, пожалуйста. А кому не надо, проходят мимо. Вот и все. За 5000 я уже не работаю, у меня ставки повысились до 10 тысяч нейминг, 10 тысяч логотип. Для постоянных клиентов скидка по неймингу идет 50%, если постоянно дают. А так нет. Так, потому что мои конкуренты из 2900 по неймингу они сделали 15 тысяч нейминг и 25 тысяч логотипа, а я сделал 10 тысяч логотип, 10 тысяч нейминг. Брендбук 50 тысяч. Если брендбук с версткой 50, без верстки 25. Потому что если кому там нужно подготавливать печати, там визитки, бланки, конверты, папки, чтобы это все было в векторном файле, тогда да. Hello guys, my Destiny logo maker, everybody. Жарковато, конечно, ребята, очень жарко. Вообще дышать нечем. 64 градуса у меня. Я понизил его специально MCI автобернером. И еще у меня 60 градусов сейчас у меня проц. Я сейчас немножко увеличу обороты на вентилятор. И 100 сделаю. Так. Будет немножко шуметь. Все. Так. 24 энергии осталось. Но мы часто не майним, поэтому я просто посмотреть решил, как он чувствует себя. И быстро он сдохнет или не быстро. Но сколько он потратил? 10% энергии, да, 12. Он кушать хочет. Жалко, что, наверное, здесь свитстафа негде, наверное, да, копать свитстаф. Свитстаф, наверное, это у нас не камень, а энергия. Ребята, кто знает, свитстаф это что? Это энергетический ресурс или камень все-таки? По-моему, это энергетический ресурс, свитстаф, если я не ошибаюсь. Может, по-моему, это энергетический ресурс, это не камень. Камень мы же не можем смешать с фруктами и получить еду. Вот какой-то энергетический ресурс мы можем смешать и получить еду. Да, это очень долго, это очень нудно, это очень однообразно. Можно и книжку поизучать в этот момент. И что-то может сделать еще, какие-нибудь видосы посмотреть интересные. Но когда слишком много начинаешь всех видосов смотреть, то ты начинаешь распыляться. У тебя времени просто катастрофически не хватает ни на что. А, кстати, приобрел Resident Evil. Я ее не смог один раз пройти до конца. Не помню, по-моему, до конца так и не дошел. Я посмотрел финал. Но, по-моему, все-таки я помню, что я четвертый до конца не проходил Resident Evil 4 ремейк. Которая старенькая была на Соньке, потом и на ПК, или где-то на чем-то. И там графика была такая страшно убогая. И вот, может, на днях, когда немножко, если полегче станет, в сентябре, может, в октябре, не знаю. Я специально жду, чтобы сами пройти, попробовать до конца вместе с вами этот Resident Evil Remake 4. Есть еще один интересный Resident Evil, но там не открытая местность. И может быть там даже не такая линейность, как здесь. Здесь она больше линейная игра. А есть другой Resident Evil, там тоже играет паренек, тоже полицейский типа, но он находится вроде бы как в здании каком-то, копается в огромном. Там эти зомбаки из темноты выходят, такая тоже жуткая игра, страшная. Там кирпичи просто откладываешь сотнями. Но я как бы не решился в нее играть тем, что надоедает мне однотипность прохождения. То есть ты идешь, помещение, комнаты, зомби, бах,
И время просто тратится, а никакого развития, никакого интереса нету, одно и то же. А вот Resident Evil 4 ремейк это как бы дань фильму и тому, что как бы я пытался его пройти, там и босса пытался пройти немножко, но сложный, потому что когда на тебя прут всякие старики и старухи с такими топорищами, еще там такая музыка, Эреми Свибир, Свибир, там в натуре там кирпичи просто у тебя тысячами сыпятся. Ну и тем более там еще прицеливаться трудно. И когда он на тебя начинает нападать, грызть топором тебе в плечо, влупливает, и там нажимаешь кнопку. Ну, вот это реально страшно. Но это потом, если Бог даст, попробуем пройти. Я не забыл, что Киберпанк еще висит у меня тоже. Я не до конца прошел. А только начал, только 2 серии. Киберпанк тоже как-нибудь потом пройдем. Но не все сразу. Потому что на все требуется время. А без вас я не хочу проходить в одиночку в темноте. Пусть нас мало, но мы в тельняшках, да? Если бы у меня был бы кондиционер, у меня было бы здесь, конечно, было бы попрохладно, была бы у меня своя, как говорится, квартира, да, можно было вообще с утра до вечера сидеть в онлайне, и все особо не париться. Жрать, спать, как говорится, все в онлайн. Так, это у нас билетики, марка билетики на инстансы, но в этих инстансах роботы, но этих роботов убиваешь, а тебе засчитывается как animal. Вот это, конечно, плохо. Очень плохо. Поэтому если кодекс введут и виксонов сделают не роботами, а тоже животными, это будет полная жопа. Потому что они отображаются как animal, эти виксоны. Хотя они киборги. Киборги как могут быть животными? Киборги это все, это электричество, механизм, это полуроботы, киборги. А они считают это за животных. Ну, какой-то бред. Даже не мутанты, так сказать. Это просто если это я в руки возьму, то вылетит у меня копка. Я хочу уже быстрее докопать и все, потому что все-таки стрим чанский идет. Я могу вообще бы энтропию в августе не стримить, потому что там уже 7 часов на Next Island настримлено. И еще там квест я писал, поэтому не знаю. Ой, у кого баллов не хватает, тут говорят, может 31 числа августа постримить, там какой-то будет особый день и будут какие-то дополнительные баллы тех, кому не хватает. Да, добрый админ попался, респект ему большой за это. И за то, что он сказал, что могут эти усложниться потом, все это может. А я бы сказал бы так, ребята, вы уже участвовали в нашем Next Исламском? Да. Вы уже полностью броню получали? Да. Значит, вы больше не можете участвовать в этом, потому что вы уже получили. А если вы будете каждый год приходить, получать, продавать, это, ну, это так уже это не дело. Если ты уже один раз получил, уже все. Дай другому получить, как говорится. А то, что он будет с этой броней делать, это уже его личное дело. Он в это время потратил полгода. Так что как-то так. Я не знаю, поищите, пожалуйста, информацию, почему не работают субтитры на английском языке. Это очень странно. Что-то этот СНЗ пропал, Букер пропал, все куда-то пропали. Всех, наверное, отпуск. Только я, блядь, без отпуска сижу в жаре дома. Разъебаю. О, в комментарии заявки. Здравствуйте. Вас слогов андетика, подгон макетов под соцсети. Все. Соцсети это уже другое. Так, 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 так. А что ей надо? За секундочку. Так, специально обложки, иконки. Мгм. Нужно быстро собрать из базы Canva и фотикона, но стильно. Ага.
Так, сейчас. Энергия осталась 20% у него. Ё-моё. А, ребята, кто-нибудь летал на Мазершипе? Никто не знает, а? Кто летал на Мазершипе? Скажите, пожалуйста. Никто не летал на Мазершипе? Да, жарковатенько, конечно. Очень жарко компьютеру моему, очень жарко. 60 градусов. Я его от пыли почистил более-менее. Не знаю, правда, откуда он эту пыль берет. Но всасывает он ее, конечно, хорошо. Один раз я смотрю, что-то у меня, видите, начали нагреваться. Жесткие диски. У меня здесь просто контроль есть. 38 градусов жесткие диски. А вентилятор у меня, который на вдув, просто тупо перестал крутить лопасти. Просто сдох, наверное, от пыли, что ли, я не знаю, или от времени уже. Но слава богу, что у меня еще здесь два в запасе валялось. От предыдущих. Арина, иди умойся, а? Ну, хоть немножко майнинг мы немножко подкачали. Скиллы. И такое впервые у меня на майне за 3 года. Но я пока ни копейки не вывел. Так что если вы честно играете и у вас покупает нечестный, то это его уже проблема, не ваша. Если вы без твинка играете, вы один, вы можете выводить куда угодно, потому что написано в правилах все на ваш, на весь свой страх и риск вы это делаете. Но если вы покупаете у мошенников, будьте готовы быть забаненным. Когда-нибудь, если проверят его, что он мошенник, то будет он забанен, а он твинк забанится. А он еще создаст. И все, ему-то пофиг. Вы потеряете чара. Но если вы честно играете и честно зарабатываете и выводите, ну это уже на свой страх и риск. В правилах написано, и они предоставляют правила торговли с третьей стороной. Но если они увидят, что вы использовали какие-то читы или какие-то макросы, там, не знаю, какие-то баги, и вы не сообщили об этом и пользовались этими благами, бан. А если вы нашли баг и сообщили ему, и они проверили, что вы этим багом, как говорится, не пользовались, и сообщили им, то ничего не будет, они просто, допустим, не справят, и все. Так что, если вы играете честно, то ничего не бойтесь. Даже тот, кто ни разу деньги не вводил, когда вывел, ему задали вопрос, откуда деньги. Он объяснил, и ничего, никто ему ничего не сделал. Проверили просто аккаунты, все, один аккаунт играет честно, там, майнер, все, несколько лет копает, выводит, допустим, да, допустим, неофициально, допустим, тоже. Никто его не трогает, продает педы, пожалуйста. Но если вы увидите, что где-нибудь продают педы ниже номинальной стоимости, это уже подозрение вызывает. Может быть, это твинки, краденые аккаунты, ломаные аккаунты, пустые аккаунты, переливами занимаются, перекупами занимаются. Но это на их совести, конечно. Каждый выживает как может, это все понимаю. Да, у меня такой стрим первый раз попался. Так, это он скоро сдохнет, наверное, да, уже 18% энергии. Ну, смотрите, мы практически, ребята, все сами выкопали. А осталось совсем чуть-чуть. Но идти будет он жутко медленно будет. Сразу говорю.
А я даже не представляю, такую сумму кидать в этот, в рефайнер, чтобы ингот получить. Выгодно ли? Или ты потеряешь ту же сумму, что если ты бы не рефайнил, а просто продал бы там через аукцион, или не через аукцион, но непонятно. Очень интересно. Сколько, интересно, потеряется? Кто знает, кто считал, ребята, напишите, пожалуйста, если кто никому не лень. Если 6 пет он стирает за которую сумму? За 100 пет, за 200 пет, за 300 пет рефайна, он стирается в ноль, чтобы его было чинить. Надо посмотреть, поэкспериментировать, как там происходит это дело. Или видосики поискать. Сейчас починим. Не будем никуда прыгать, не будем никуда ехать. Прямо здесь. Так, все остальные мы уже клаймы собрали. Сейчас его придется включать. Так, еще 15% есть. Сейчас подойду. One second, please. Что-то включился, пожалуйста. Да. Я не киборг. Я тоже живой человек. Я хочу делать ням-ням. Так, все. Чуть-чуть осталось. Мы потом едем туда. Блин. Надо попилить бы. Один там вообще кашу наяривает в прямом эфире. А есть стримеры, которые кушают
Показывают микрофон, близко самый такой дорогой микрофон, чувствительный. Люди смотрят, как они кушают. Несколько тысяч человек сидят, смотрят, как кто-то кушает. Я вообще в шоке. Посмотрю. Ну это Буди арт посмотреть, да? Им такое интересно. Как там девочки резвятся в джакузи на Твиче. Я только в 9 утра поел и все. Есть такой ветерок прохладный. Как на себе этот ветерок ощущать здесь. Так. Там он 290. А сколько он тогда выкопал, чтобы сломаться? Странно. 300 и 300 должно быть 600. А здесь он сломался на 569. Почему так? Все сломались, смотрите. Оба. Одеваем. И вот смотрите, видите, да? У него сколько? Он уже сразу посчитал. 19,93. Он сразу, когда кидаешь, он сразу тебя отнимает. О, скилл буст дал. Что такое? 9 минут, неплохо. Майнинга 100% и по 300 метров. Action Total Item. Mining Skills Increase Tray Faster. Ну, мы практически все выкопали. Так что за 9 минут, надеюсь, мы управимся. Ты помогаешь нам или как? У меня вообще энергии не осталось. Смотри, 14%. Сейчас 10% останется, надо его уже выключать. Он уже бесполезен будет при 10%. Походу... Никак не может сделать брендбук. Общий брендбук для двух компаний. Странный, конечно, чел. Очень странный.
Ну что поделать. Вот им пишешь, они какие-то эти странноватенькие. 300 раз одну и ту же делают заявку. Так, это что у нас? Summer Ring. Оу. Skill Gain Laser 15%, Skill Gain BLP 15%, Skill Gain Blades, ножи 15%, Increased Health 18 поинтов, Increased Reload Speed 10%, хорош. Нифига себе, не такая дорогая. Дамаг, Penetration, Critical. Хорошее колечко, да? Такой глазик. Шикарно. Просто шикарное колечко. Ares Ring. О таком приходится только мечтать. А это немножко другое уже, видите? Reload, Critical и Critical Down. Вот это тоже неплохая. Но это, наверное, будет подороже стоить. Что? А что такое? 14 тысяч стоило. А теперь цена ему сколько? ТТ плюс 2600? Что это за фигня? А что случилось? 14% перезарядка. Critical дамаг. Короче, что-то происходит с охотой. То, что они все сбагривают. Все уходят или в крафт, или в майн. Ну, хорошая, как называется, колечечко. Critical дамаг increase, increase reload, перезарядка. И странно, очень странно. Хорошая вещь. И стоит так дешево, подозрительно дешево. Почему? Еще Christmas Ring есть. Но это немножко подороже стоит. Тоже можем посмотреть, как она у нас развивалась. Стоила раньше она ТТ плюс 6500, и сейчас вообще упала цена. Почему-то на кольца. Маркап ТТ плюс 300. 3000. Раньше это была недосягаемая вкуснота. Reload, дамаг и critical шанс. Так, сколько он продает? Это он продает. Наверное, создал какой-то перекупщик, видим. Ares Ring. А зачем он? А, тут Perfect, тут Adjuncted. 12% и 14%. А, это вообще 1400, смотрите. Но лучше брать в 10%. Все, выкопали, ребята. Все, вы молодцы. Всем спасибо. Все свободны. Так. Короче, я потратил на починку, на выкапывание вот такую-то почти 5 пет. Все, метку ставите и поехали. Сейчас доедем, разгрузимся. Это, конечно, было бы прикольно, если бы он сел бы в машину, и машина бы не двинулась с места. Ага. Лайфхак.
И мне же что здесь нравится, что я могу смотреть, головой вертеть. Но здесь, если животные будут, то животные могут за вами погнаться, потому что на машинку они реагируют как на живое существо. А вот если вы будете летать, то можно еще не на этой штуке, да, а вот на этой можно покататься. Давно на ней не катался. Вот. Она немножко медленно ездит. Опа. Тут кабаны. Опасно. Жесткие кабанчики. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Помогите. Ой. Прошу прощения. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Убивают. Жруть. Help. Ой, я нашел что-то. Какие-то древние нашел какие-то поселения здесь. О, здесь сколько дров, смотрите, можно дровишки рубить. О, вообще Next Island изобилует дровами, ребята. Если вы по духу лесоруб, welcome. Какая-то планета, видно, наверное, Калипсо. Или Тулан. Слушай, а неплохо, смотри, он заезжает, а? У меня на нем денег нету практически, так что бензина мало на нем. Я бензин все продал. Сейчас дойдем. До сториджа. Разгрузимся сюда и все. Все, теперь можем бежать. Пойдемте немножко дорубим. Чуть-чуть по лесорубим. Чтоб сказали, что Авалонис плохой. Не рубил сегодня. Выбираем со списка Ancient Greece, Древняя Греция. И на наше любимое место. Я потом на кубы переработаю, если у меня дрова здесь не купят. Ну вот смотрите, какие маркапы, да, я выставляю. О, кто-то испортил, ребята, совсем. Вы посмотрите, что творят. Посмотрите, продают по каким ценам, ребята. 100. За 100 продали. 100, зачем так они делают? Средняя цена 110% можно было спокойно продавать. Но кто-то испортит статистику, конечно, очень плохо.
Кто-то решает вот так. И еще вот такой маркап у этих досок. Если брать среднюю цена, тоже 110% где-то можно было бы. Но, к сожалению, здесь их не покупают. Я вот выставил на продажу. Зря. Лучше все кидать на кубы. Кроме длинных. Длинные у меня покупают по 140%. Я вот опять починил чинилку. Terratech. Но... Так. Мы не сделали главного. Сейчас я спилю остатки. И немножко пойдемте покрафтим. Потом уже будем отдыхать. А то у меня очень сильно греется комп. Потому что в квартире жарко. У меня вентилятор стоит. И еще все стримится и все видится у меня с одного компа. Поэтому тяжеловато. Я думаю, 10 часов, думаю, будет достаточно для 42 баллов. Когда я в мае получил 42 балла. Я специально рублю смал. Березки такие. Мы долго здесь задерживаться не будем. Чуть-чуть порублю. И все. Я просто уже скинул на склад остатки. Поэтому так. А я здесь периодически тоже бомбил этой искалкой. Патронов, правда, у меня мало. Но хотелось бы, конечно, ножичком почикать немножко акул. Но пока никому не надо ничего. Так. Хотя бы еще один ножичек избавиться мне и все. А так, в принципе, тема хорошая. Они недорогие ножички и долго трутся, правда, жрут патроны, но на них приятно качать хпшечку. Так что это занятие очень утомительное и не для стримов. Я просто покажу чуть-чуть. Хуг нашел, но хуг пока мы пилить не будем. Потому что я смотрел по статистике худ. Допустим, если вы действительно стираете дерево только хуги на 35
то у вас где-то выходит на 25-26, может быть максимум 27 пет дерева, все остальное может быть стружкой быть. Но если вы по 140 пет продаете, по 150% маркап, то это выходит около 40 пет вы можете, получается, продать. И 30 пет у вас уйдет на починку. То есть там буквально 6, 7, 8, 9 пет вы будете в плюсе. Если вы выкопаете дерево чуть больше 26-27 пет, тогда да. Но сейчас опять не хочу эксперименты проводить. Доело. А так, в принципе, прекрасно. Вот у меня было 121 тысяча скиллов. Уже стало 125 тысяч. Я вот начал сегодня 124 973. А уже мы намайнили 172. Но это на майне. Получается, мы получили. Я вообще не думал о майнинге, просто видео посмотрел и вспомнил, оказывается, что здесь есть квест, который я не делал, но у него очень хорошие показатели по маркапу, связанные с этой профессией. Текстуратор там или какой-то там... Сейчас допилим эту деревце. Это не очень интересное действие. Но там кабанчиков, наверное, мы не сможем сейчас убивать, потому что я их вечером пилил. А там, наверное, все-таки сутки придется. Насчет рубки деревьев ничего не было сказано. Но это очень полезная тема. Next Island тем и славится, что здесь мобов нету. Если были бы здесь обезьянки, все, здесь было бы сложно пилить, рубить. А так скиллы просто улетают. Зоология, биология. Очень медленно все качается, вот это вот все. Видите, сколько всего дается. Интересно. Анализис у меня было 450, когда я начал рубить. Сейчас уже 2000 анализиса. Но я здесь дофига потратил времени, конечно. Каждый день по 40-80 пет крутить на деревьях. Потом 1-2 дня я отдыхал, просто на майне 300-400 пет крутил. Шрапнель отдавал, а потом идешь хантить. И ты вот в процессе, даже деньги не выводя, не особо ничего не продавая, ты можешь в этом соку сам крутиться. И немного в плюс даже можешь выходить, если не ходить на больших мобов. Эту пока никто не покупает, ее трогать не буду, я 101. Если кто захочет, 200 тирейтов могут взять. Я много пет за нее не прошу. А так, в принципе, допустим, если посмотреть требования, да, 10 тысяч Universal Ammo, 1 пет, наверное, да, заброс. 10 тысяч. И вот здесь вот у этой... Вот не знаю, что-то мне очень нравится искалка. Такое ощущение, что как будто где-то здесь скрытно вшит какой-то усилитель в нее. Я хер его знает. А ну-ка. Смотрите, пишет 15 тысяч. Здесь трежур требует. Tier Increase Rate. Так, а ну-ка еще раз, да, посмотрим. Ага. Здесь тоже 15 тысяч требует. На энергию требует 5 тысяч. На это также. То же самое, видите, 10 тысяч. 5 тысяч требует. И 15 тысяч на трежу. То есть самый дорогой попка это на аркаде, если вы будете искать сокровища, как Закидоша это делает. Но я бы, конечно, если у вас нету лишних 5-10 тысяч пет, и вы сидите на аркаде, то я бы, конечно, не рисковал бы своими деньгами и дать сразу на 3 одновременно.
Если, конечно, вам не жалко деньги и вы оправдываете свои риски, тогда делайте, что хотите, конечно. А если вы как бы неопытный майнер и у вас не так много средств, кидайте лучше на одно что-то, или на энергию, или на камень. И то надо знать, что кидать и куда кидать. Для чего. Это обидно, когда ты ищешь одно, а получаешь в итоге другое. Ну, я думаю, что даже бы я на 200 пет купил бы пропак и полетел бы на Фому, я бы там не получил бы ничего. Даже если я взял бы огрызки эти усилителей второго уровня, взял бы 105 и пошел бы кидать каждые 50 метров, то может быть там 6, 7, 8 бы, 9 бы получил бы, допустим, и все. Сейчас допилим уже эту тоже и все, и пойдем. Посмотрим, что здесь можно делать. Что-то знакомое йогурт, что-то знакомое. Это какая-то игра, что ли? Что знакомое йогурт. Что-то знакомое. Бля, что он застрял, что ли? Йоу, мы застряли, ребята. А ну-ка. Закидоша делает обзоры на йогурт. Что за йогурт, интересно? Это который питьевой йогурт? Потому что я знаю, какая-то игра была. Нет, ну я понял, есть еда, йогурт. А есть игрушка. Там бог йогурт захватил, короче, вселенную. Я где-то такое видел, такой бред. Ну лучше пусть на это делает, чем на что-то плохое, правильно? Может, он рекламу кто-то купил его, поэтому делает обзоры. Хотя, допустим, если тебе никто ни копейки не заплатил, а я бы начал бы там рекламировать какой-то, ну, продукт, зачем? У меня старые бутылки остаются, туда компот наливаю или обычную воду и просто пью. Как удивительно человеческий организм сделан, что он так требователен почему-то к воде. Именно водная стихия превалирует тоже, да, над воздушной. Интересно, вот человек сколько может без воды обходиться там, где нет жары? Дольше, чем 3 дня или нет? Обезвоживание, когда оно там начинается. Так что мы здесь долго не будем задерживаться. Все-таки это стримчанск, это можно вне стрима рубить. Потому что это не так интересно. А копать так это вообще можно уснуть. Я специально пока не оставляю, пускай подрастают эти. Хугов много, видите, сколько много хугов, посмотрите, одни хуги. Но не хочу я тратить каждый раз на потом починку. Я рубил все подряд, ушел в минус. А когда рубишь смал, ну там может быть минимальный минус 0 или небольшой плюс. Иногда был плюс 6 пет. Поэтому старайтесь делать, рубить те деревья, которые именно под вашу пилу подходят. Но я читал вот про эту штуку, да, что типа видите написано максимальный фут, хук максимальный. Но где-то написано про нее на вики, что типа ей можно пилить абсолютно все деревья. Но то, что обидно, если я бы подходил бы, конечно бы, к маленькому дереву и пилил бы его, и получал бы при этом длинные доски, то было бы шикарно. Но если ты подходишь к маленькому дереву и пилишь его, ты не получишь длинные доски, вот это обидно. Хотя можно вроде им пилить абсолютно все три, и средние, и маленькие. Надо как-то провести эксперимент. Но опять-таки, зачем пилить то, что не маркапное? А так у тебя уйдет в 2 раза больше времени в поиске хугов только и все.
Нано-кубы мне нужны, нано-кубы. Вот сюда маленький перешеек, вот этот перешеек вы перекидываете, и все нормально. Не, ну йогурт тоже вкусный, смотря какой, смотря что. О, сколько здесь народу. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего нету. Вау! Вы это видели? Сейчас, секундочку. Это стоит $5000 такой. Он варпуется. Я бы камни бы не кидал бы в рецикл, хотя хер его знает. Так, это пока сюда. Вот такую штуку я научился делать, ребята, смотрите. Вот, видите, вот. 180 маркап. Я не знаю, правда, для чего он нужен. Я сделал квестик на элизианцев. Пойди туда, пойди сюда, пойди туда, пойди сюда, потом убей дракона. И 2100 хп я дракона завалил. И все. Можете почитать. For compressed several different crystal. Вот такой вот чертежик получил. Вот эту штучку я качаю, ребята. Видите? У меня такой чертежик. 8% я уже накачал. Текстурочки. Так, Vibrant Sweet или Stereo Ingot. Так, Vibrant Sweet у нас есть. Вот. Vibrant Sweet у нас есть. А Listerio Ingot у нас, к сожалению, нету. Что-то они здесь имичат. Вот еще Алукард здесь стоит, чем-то торгует, или крафтит, или торгует. Фрилансер Алукард, он тоже этот. Боже, что у него там, у него не поместилось имя. Next Phantom Treasure Box. The Next Phantom. Боже. Что за имена?
Они там торгуют чем-то. Так, Баяу смотрим. Листериум, Мингот. Видите, 103%. Это обычный листериум, не ошибитесь. А нам, чтобы заиметь на чертеж, нам нужен... Стоп. Че? А? Нам не нужен Дарк. А обычный листериум Мингот. Только. Сейчас, подожди. Йоу. Так. Значит, 20 вибрансвит. Сейчас посчитаем. 8, да? Угу. Отлично тогда, в принципе. Это сколько получается? 1 пет. Так. Значит, листериум нужен, а не дарк. Ё-моё, какой я мудак. Просто обычный лист, ё-моё, нужен. You have Archer VIP, что-то не знаю я. Так, ладно. Давай мне сюда. Оу! Что он там делает? Сейчас я подожди, сейчас ему напишу. Я вот так периодически сбагриваю эти доски. Я не знаю, куда он их девает. Сейчас побежим. Так, продали мы доски. 13 пет порубили, 19 получили. Так что здесь хороший чувак есть. Он... Hello guys, nice to meet you everybody. How are you? Nice. Go. Танзанит, Танзанит, welcome everybody. How are you? А я делал Welcome to Russia. Russia to Marasha. Так, do not touch. Do not touch. Do not touch everybody. Prime admin. Oh, good game everybody, good game. Oh, my lol. Oh, beautiful my. Wow. See my beautiful. I'm bold. Oh, thanks. Okay. Construction. Mine. And Harrow Speak, no. Carnival, no. Elysia, Blueprint,
Yes. 15, 40. О, а что у меня 41? Подожди. А почему 41? А, ну понял. Так, где у нас еще? Storage. Так, окей. И делаем refine. Low. Окей. Construction, no. Yes. Окей. Go. No! Fuck! Yes, nice. Nice. О, 144 педа, кому это надо было? Короче, за 130 спокойно может уходить. Я не знаю почему, он 130 показывает. Но он сразу может несколько делать. One second, please. So get away, everybody. Так, ТЗ прилетело. Электрооборудование. Книги. И Анны. Креативный это как кретин, блядь, понимаешь? Креативный как кретин. Ха! Топ-машина, мать твою. А мы сделали уже? Или нет? Я не понимаю, мы сделали квест? Ну вот же сделали, давай-ка проверим. Подожди, мы же сделали квест, да или нет? Или она говорит, что мы не сделали квест? А мы же получили 68 итемов. А почему мы не сделали квест? Не понимаю.
Крафт Лезер Элизия, правильно? Вот, 50. Мы сделали, блядь, 68. Я ничего не понял. Что-нибудь поняли вы? Я не понял. Честно. 14. Что такое 14? Я же вроде сделал 50, правильно? Вот. А, странно, он как-то считает по-идиотски. $17. Ну да, короче, дорогое удовольствие, но вы прокачиваете чертеж, и хорошие даются вам эти, как сказать, скиллы хорошие даются. Но а как он, откуда тогда он может быть неудачный у меня, странно. Вот такую броньку я получу и продам. Так. Для тех, кто здесь бегает, да, но... Что и с рогами? Это Дирти Динго! Он тоже, видишь, что-то делает. Листериум, наверное, делает, квест качает. Фото у меня много, а вот листериума у меня мало. О, какой-то чертеж упал, смотрите. Эхорозавр, короче, какой-то анлимный упал. Прикинь? Эхорозаур лидер, Advanced Leader Extractor. Что-то не знаю, что-то такое-то упало, анлимный чертеж какой-то. Вообще первый раз вижу, что 287 плюс пет, прикиньте, по ТТ. Ну это бред какой-то. И какой-то еще анлимный чертежик упал, я не знаю, что это такое. 650% маркап, ну это бред какой-то. Что это такое упало у нас? Давайте посмотрим. Какой-то клоч. 57 итемов, фигня, короче, какая-то упала непонятная. Fine Textile и Enhancing Clutch Extractor. Короче, какая-то халтура какая-то упала у нас. Ну что поделать? Сейчас поделаем. Хорошо, что обычный листериум нужен, блять, они дарк. Если бы они сделали бы дарк, это, конечно, было бы полная дичь. Так, или этот чертежик вам по квесту дают. 8, поэтому у меня, видите, 85%. Ниже 80% вообще крутить за все. Не забудьте. Вот этот вообще не надо крутить. Поэтому я его не кручу, я его просто его как пускай валяется и валяется. Я его пока качать не буду. Поэтому, потому что я на халяву беру серебро и золото. Зачем мне нужно вообще бронза, не понимаю. Это вообще вот 77%. А это вообще 20% успеха. Поэтому кристаллин еще 80% тоже успеха. Вот. Это еще можно покрутить чуть-чуть, но я сделал несколько этих заходов. Поэтому констрактор нажимаете и или можете вот так вот. Ну, это такой небольшой квестик, так сказать, здесь. Мы здесь не крафтим и не уходим в оффлайн, а мы просто листериума, да. Ну, листериума, я думал, Dark листериум нужен, я дурак. Без разницы, потому что у меня нету очень много людей на ВК-плее.
Если на ВК Play было бы у меня подписчиков хотя бы 500 или 1000, что только мечты. И когда какое-то событие происходит, тогда можно, конечно, на ВК Play. А так сейчас пока без разницы. Это какое-то событие, и людей много. И там кто-то играет, какую-то, может, кто-то игру хочет заказать или что-то еще. Тогда еще какое-то событие проходит, где стримерам платят, то лучше на ВК Play. А так, хоть на Ютубе, хоть на Твиче, где угодно, без разницы. На Трово я не хочу, там они переливайками занимаются, поэтому нафиг. Ну, чертеж у меня не замаксенный, и поэтому... Так, а давайте попробуем на секундочку нажать стоп. Смотрите, кое-что хочу проверить. Стоп, жми, мать твою. Ага, видите, да? Здесь я не могу ничего делать. То есть он мне не дает, он мне не позволяет успех делать создание. Галочки можно ставить металл или Energy, вот такая штучка. Такие вот штучки здесь есть, Energy Matter. А если я сюда поставлю, то у меня будут дикие минуса, да? Если вот так вот делать. Видите? Да, ты фиг что получишь. Поэтому так лучше не делать. Если при чертеже требуется высокомаркапный ресурс, при чертеже требуются высокомаркапные ресурсы, вам требуются, при создании какого-то предмета, одежды, чего-либо еще, то чертеж должен быть замаксенным. Если энергоресурсы небольшие, не маркапные, то пофиг на это особо. Не так это бьет по карману. Вот и все. Так что здесь уже надо смотреть самим. Ну, такая теория. Опять-таки, всегда не забывайте, что две медали, да, у стороны всегда. Один скажет так, у него, у другого скажет так. Поэтому опять, игра называется двойных стандартов. У кого-то получается так, у кого-то получается так. Он скажет, у меня работает так, попробую, а у тебя так не получится. Но здесь все у каждого индивидуально все. Поэтому я не знаю, как здесь быть. О! Ну, в принципе, я могу даже не продавать этот листериум 605, а просто каждый день крутить. И было бы, конечно, прекрасно. Этот квест. А потом можно было продать, слить скилл, который тебе здесь не нужен именно на ткань. Если он востребован, он там 4 с чем-то, может быть, 1000, может меньше стоит. Не знаю, сколько он стоит. Там уже не 600, там уже меньше. Может, кому-то нужен лист, я не знаю. Попробую, покричу. Может быть, кому надо будет, продам. Но сколько он стоит, лист? Не так много, в принципе. %106, 105. Опять-таки, это средняя рыночная цена на маркапа. Потому что мы же не знаем, сколько людей с рук сбагривают там всякие пинки и всякое такое. Поэтому... Сейчас будет еще один. Сейчас будем жать. Все, стоп. Сделали квест. И получили материал конструктор профессор 6 получили. То есть нам дали 142 текстиль скиллов. Нифига. То есть в 1125 было 100, стало 300. Ну, неплохо. Так, и потом еще раз нажмите на нее, когда она станет синенькая. И так вот можно каждый день сюда приходить и делать. Скиллы брать неплохие.
А это, я не знаю, в принципе, продается здесь, не продается 200 штук. Кому это нужно, кому это не нужно. Ну, видите, вот, кто-то продает. Попробуем продать, если не будет продаваться, тогда фиг его знает. Сколько здесь? 115, 116, 120, да? Ну, вот так сделаем, попробуем. Может, кто купит, хер его знает. Не знаю. Так, трейд терминал. Техникал. Техникал нам не нужен. Нам нужен трейд терминал. Рецикл. Это можно кидать? Это нельзя кидать. Это тоже нельзя кидать, сука. Ну ладно. Сколько? 19 пет насыпало энерджиматора? Ну нифига себе. Ну ладно. Энерджиматор, в принципе, можно потом забрать на Калипсо. И там, походу, его впихнуть или оставить себе на какие-нибудь, если усилочки я буду делать второго уровня на майн для себя лично. Пускай копится, пока кушать не просит, мы пока деньги не выводим, пока у нас есть. Так, блин, забыл положить 7000. Я вам еще раз покажу, что здесь очень удобный квест, ребята, есть. Очень удобный квест для тех, кто любит время не тратить много. На макрос поставил свит, побежал. Вот сюда вот. Сейчас покажу. Вот сюда вот прыгает. Здесь такая точка есть. И там светите. А что, уже кто-то купили? У меня уже купили ее сразу, посмотрите. Сразу выкупили. А кто купил? Сразу выкупили, ребята. Так что здесь можно эти 600 пет можно превратить. Только пот нужен, понимаете, пот. А чтобы пот нужен был, вечером приходите вон туда вот светить, вон под те крыши. И все. Так, пойдем посмотрим, обезьянки есть у нас или нету, если этих нету животных. Good morning, Donald. How are you, everybody? Nice to meet you. Donald, how are you? Very well? Oh my. Hello. Thank you, Raid, everybody. Oh, all Fred. Бах! 3900. Shared loot. Общий лут. Шарит это общий, то есть общий, да? Шарит. Шаритный моб. Так, ребята, мне надо уйти на джоб, работать, но не сейчас. У нас еще 10 минут есть в запасе. 15-20. Конечно, хотелось бы подольше постримить, но реальная работа, реально оплачиваемая, по неймингу надо будет поработать. Поэтому там все серьезно. Тем сложно, что нужно мне найти 20-15 уникальных этих, так сказать, названий. Я там через одну контору проверяю. Поэтому сложноватая работа. Всякие абракадабры тоже не пройдут по названию. Там нужно, чтобы это было вкусно звучало, чтобы это ложилось на язык и не длинно было. И чтобы китайцы могли произнести чанг-чонг. И чтобы мы могли там сказать «Хай, привет, everybody!» И вот. Поэтому, чтобы и китайским инвесторам было, и русским. Но если так как они ко мне постоянные клиенты, посмотрим, девочки, вроде я читал отзывы, не знаю. Я никого не могу судить, они мне вовремя оплачивают, и слава богу. Главное, что не кидают мне. Но я работаю с ними по постоплате. Один раз уже они мне полностью оплатили. Сейчас посмотрим как. Опять сейчас скажу, символически 1000 рублей. Или 50% предоплаты 2500, а потом еще остаток 2500 у меня будет уже. Ну, я даже квартиру себе не оплачу, что поделать. Вот что-то. Так, давайте тогда мы сейчас здесь достреляем на сегодня и будем отдыхать. Потому что хочется и своими делами заняться, и книжку дочитать я хочу, Мельмонт
Кстати, Мельман Скиталец, ребята, это про жизнь, все-таки начало страницы идет. Чуть дальше. Про жизнь человека в 18 век в Испании. Как люди жили внутри монашеской жизни. Как они издевались над своими, как они лицемерили, всякое такое. Так что можете почитать Мельман Скиталец, старая книжка очень. И я не знаю, правда, кто-то придумал. Там писатель есть. Если кому интересна такая жизнь, страшная такая книжка, может почитать. Я пока осилил. Я не знаю, если я читаю на телефоне, я читаю через Cool Reader, то здесь получается около 1500 страниц. А я осилил только 512 страниц за 3 дня. То есть она так захватывает, когда ты читаешь, что ты не замечаешь, как у тебя страницы просто летят. Так что мне еще 1000 страниц осталось дочитать. Здесь каждое воскресенье есть варп. Или пойдем рейдом пойдем на этого, на Дональда или на другого, если Дональда не будет. Дональд, конечно, хорошая, добрая душа. Я на комп даже не могу накопить. В кредит брать я не хочу компьютер. Пока работает материнка 13-летняя, вот и блок питания. Когда сгорит, тогда уже сгорит, тогда придется уже что-то думать. Я как бы особо сильно стараюсь не напрягать систему. Только вот такими, я там никакие рендеры не делаю. Раньше напрягал рендерами пару лет, потом прекратил. Это когда она была новенькая. Но особо, по-моему, напрягался у меня процессор, который я уже за 1000 рублей продаю. 2,6 ГГц Intel Core i7. Но он никому не нужен. Так, кстати, сейчас я Авито проверю у себя объявление. А то там на Авито нужно каждый раз объявление делать. Мы, говорит, вам не подтвердим ваш профиль, потому что у вас где-то другой профиль есть. Я говорю, ну так удалите тот профиль. Мы не имеем права. 2 дня еще осталось, ладно. Ну, в принципе, здесь уже не так интересно. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Вот таких вот 10 пет накопится, можно выставлять на продажу. Если 10 пет копится, не надо их там копить сотнями, тысячами. Если вам не нужны для крафта эти материалы. А то, что мне нужно для крафта материала, я просто прикалываюсь, делаю ордера. Никогда в жизни ордера не делал. Прикиньте, я дожил до того, что я делаю ордера. Ну, не на большие суммы, правда, но делаю. Я просто не показал. Я до этого покупал ордер на Кристаллит Кристалл, короче. Потом еще на другой сделал ордер. Там у меня еще висят 2 ордера. Потому что их трудно найти. А на это уходит мое время, на поиски, на крафт, ну, на хант. А так ты ордер выставил, занимайся своими делами. О, ордер появился, лут уже у тебя в кармане, бежишь, сразу крафтишь. Очень удобно. Ну, я делаю ордер, конечно, не по маркапной цене, я делаю немножко ниже рыночной цены, но я делаю небольшими стеками для себя, а не для перепродажи. Хотя, кстати, интересная идея. Ордер это как бот внутриигровой. Вы можете, допустим, экспериментировать, если у вас лишние педы есть. Вы можете также через этот бот поставить ордер, допустим, Листериум у нас идет хорошо, стабильно по 105, по 107. Вы делаете ордер на 1000 листериума по 102,5, по 103. И бах, прикиньте, кто-нибудь сбагрил вам этот листериум по этой сумме. А вы потом берете эти 1000, если выгодно, не знаю, там надо считать, разбиваете по стопке определенной, которая нужна в крафте. И перепродаете уже не 105, допустим, там, а те же 107. Ну вот, на такой разнице, в принципе, и играет, маржа и всякое такое. Но я этим не занимаюсь. Потому что, если я начну этим заниматься, я начну зевать, мне сразу энтропия надоест. Ну, кому-то, может, и интересно. Я просто не пробовал, честно, поэтому я как бы особо не интересуюсь. Я чисто для себя экспериментирую. Я вот подумал, я за все время стримов сам сколько людям задонатил, я не знаю, по 100 рублей каждый раз кому-то кидал, там разным стримерам, и девочкам, и мальчикам, по 100 рублей, 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 по 100 рублей. У меня вот есть донаты, я могу почитать через Юмани.
А это, то есть сумму собрать, это, наверное, там около несколько тысяч. И пойти купить какой-нибудь приют для собак, какой-нибудь корм для собак, и то больше будет, наверное, пользы, да. К примеру, у кого там больше 1000 человек, они уже, наверное, не так сильно страдают от голода. А сколько животных, да, сколько кушать хочет те, кто бросили на произвол судьбы животная судьбинушка. Конечно, мы можем сделать марафон, допустим, да, выбрать с вами какую-нибудь, ну, в моем городе, какой-нибудь реально существующий с хорошими нормальными отзывами приют для собак и сделать 24-часовой стрим и, допустим, собрать, допустим, 3 или 5 или 10 тысяч рублей. Я потом чеки все предоставлю, сфотографирую у себя на столе, вот на этом месте около моей мышки, чтобы вы знали, что это не фотошоп. Покажу, что я купил, допустим, эту еду, и поедем, отдадим кому-нибудь такой. Ну, вот как один челик есть, американец. Он что делает? Берет 20 тысяч пар обуви и раздает африканским детям. Потом кому-то воду проводит, у кого там воды нету. Смотрит, сколько зарабатывает в Африке человек, который ездит воду, возит. $2 в день он зарабатывает. $2 в день! На каком-то ржавом велосипеде. Еле-еле. Еще один звук, и тебе хана, дебилоид. Я тебя предупредил? И он взял, подарил 1000 электровелосипедов им. Облегчил им работу. То есть теперь они могут зарабатывать не $2 в день на семью, а $10. То есть одна катка и там вторая катка, как бы в день выходит $2 работа. Развозить воду на велосипедах это тяжело, во-первых, там и даже иногда приходится толкать. А он взял 1000 и их просто подарил всем этим курьерам. Ты просто едешь, и тебе не нужно педали крутить, ничего, он сам тебя везет, и не все офигели. Вот это я понимаю, кайф. Но это не сейчас надо делать, потому что сейчас у меня это сгорит нахрен, когда у меня комп. Если хотя бы какую-то определенную сумму можно будет собрать, я тогда через Юмани эти денежки выведу, купим какой-нибудь половину собакам, там половину котам, если получится, и просто подарим. Деньгами не хочу дарить, лучше еду отвезти и все. Здесь такси недорогое, 150-200 рублей в одну сторону. Можно в багажник спустить, положить и отвезти. А вот так, если бы каждый хотя бы 2-3 стримера в городе делал бы, поддерживал бы так, хотя бы раз в месяц, уже было бы приятно. Потому что братья наши меньшие, они тебе никогда, если преднамеренно, зло тебе не сделают. И даже если ты с тигром или с кем-то еще на равных находишься, он может тоже тебя не тронуть. Главное не показывать страха им. Потому что животное, хищник, оно не любит, когда животное боится. На то он и хищник. Рассчитан, что будешь бояться. А когда жертва, она боится, и тогда он все доминирует над ней. А когда ты высказываешь ему равенство, то он начинает уважать, что ты бесстрашный по отношению к нему. Хотя бывали и случаи, конечно, что медведь грыз своих же. Медведь это, конечно, отдельная песня. Это хищник непредсказуемый. Особенно в брачные периоды. Там не знаешь, что у него в голове происходит. О, душновато, ребята, в комнате без кондишена. Хорошо, что у меня уже солнечная сторона уже давно прошла. Просто кирпичи нагрелись, белые, силикатные. У меня с двух сторон раз идет сквозняк тоже. Я вчера вообще спал с открытыми окнами. Точнее сегодня, потому что сегодня же мы спим практически. Если в 12 часов мы ложимся, то мы спим сегодня, так сказать. Так интересно, начинается день в 12 часов ночи, и при начале дня мы почему-то спим. Целых 8 часов мы спим. Вот какой-то обсидиан, какой-то кристалл упал, но я не знаю, что это такое. Но у него нормальный маркап.
Оп. Вот видите? Ничего не... О, вот, что-то он делает. Дергает как-то, как будто стреляет. А, все, он пришел, Дональд. Ну вот сейчас мы его и зарейдим. Сейчас закончим здесь стримчанский. Если он будет еще в онлайне, то зарейдим на него. А то он к нам постоянно рейды делает, а мы тоже должны. Вы напомните, пожалуйста, мне, что нужно сделать рейд. Ну хотя бы один человек. И то хорошо, да? Он мне 15 человек рейдит, да? Мы... А он что-то там опять занимается каким-то этим изучением языка. Кто-то учит какой-то язык, что ли. Да, после Хофа или там после Глоба большого лучше переходить на мелких мобов и свои минуса поддерживать именно на мелких мобах, чтобы не было у вас дикого отжора. Потому что если... Так, это получается... Это уже мой 4-й Хоф. 3 раза у меня было 700 тысяч, да? Это получается около 2500 было. Значит, 300 баксов я вернул, как говорится, те, что я положил. Но я положил больше 300 баксов. У меня там были депозиты, скриншоты. Депозиты у меня есть, скриншоты. Transaction History. Это по 10 долларов и 15 долларов. Так что надо просто дожидаться своей отдачи. А кому-то подряд пофает каждый день. А это надо смотреть на стриме. Ой, на стриме говорю. Это надо посмотреть в интернете. Сейчас. Я не помню, ребята. Кстати, может мне купить ее самому себе? И не продавать? Дикей 1.73 пека. Так пишет. Кстати, вот это можно было копалочку приобрести. Но она дорогая, 100 пет стоит. У меня другая, походу, еще какая-то копалка лежит, валяется где-то, по-моему, если я не ошибаюсь. 1-го уровня. А это 4-го, а такая у меня есть 1-го уровня экстракт. Оф был на ВК Play, покрути в начале стрима, когда я копал последний заброс. Где Хоф, Костя? Где Майна? Где Майн? Где Хоф? Воевода пришел, паника. А это разве Хоф, дорогие мои? Я скоро буду уже закругляться, потому что надо мне поработать. Работа срочная, не требует отлагательств, поэтому я прошу прощения. Да я 25 пет купил пробок. Думал, ну я ступил. Я думал, что мне нужно Dark Listerium, пошел Dark Listerium искать. А оказывается, нужен-то обычный лист ингот. И лоханулся. А-а-а. Так что вот так вот. Пока ничего нету интересного. Пока хлам. Но чипы покупают. Реально, чипы покупают. Периодически чипы покупают. Хорошо покупают чипы.
с хорошим маркапом, но это нужно неделю их убивать, чтобы у вас купили. Тратится, в принципе, это не так много времени. Если быстро их убивать, то они быстро умирают. Плюс раз, кстати, но смотрите, маркап, вы сами видели, да, листа. Еще кто его купит, этот лист, не факт. Поэтому лучше не продавайте листериум, лучше копайте здесь лист, как я вот, да, вот на эту искалочку. Советую приобретать такую искалочку, она шикарная, она недорогая, ребята, она копейки стоит. Что? А? Чё? А какого хрена он столько стоит? 4 педа она стоит, ребята. 4 педа, 5 пед, 6 пед можно покупать смело. Она нубская искалка, да. Но она почему-то удивительно глобает, удивительно хофает без усилков. Вот это меня поражает. Ни 105, ни 101 не работает в этом плане. Ну не знаю, просто везет, наверное. Так, надо выключить было этот, как называется, паучка моего. Если вы откопали, берете вот сюда, нажимаете пассив эффект и выключаете. Все, вы его деактивировали и прячете. Все, ну теперь он голодный. У нас злой паук. А тот сколько выкопает на 2-4 педа? Он медленно копает. Я не знаю, сколько он... сколько юзов? 300 юзов? 9 юзов... эффективно 6,8. Дикей 0,3 вообще, максимум 2,4. Юзов 800 юзов. А у этого... я не знаю, сколько юзов. 800. Ну... я не знаю. Вот у моего белого, у этого 800. Я не майнер, честно, ребята, не майнер, не знаю, не подскажу. Я сам нубас. Куча ссылок, куча видео у меня есть. Могу все раздать, показать. А не разбираюсь, опыта у меня нету, к сожалению, нечем мне с вами поделиться связанными с копалками. Начну говорить чушь, будете смеяться, я не знаю. Честно, я знаю только копалка, я как бы майнил, но не так много, как мне хочется. Здесь, в принципе, в майне-то особо ничего сложного нету. Просто лучше иметь вот такие две штуки для офа от 500 пет и выше. И вот такую штуку. Все, вы чините, не отходя от кассы, и потом едете на базу, просто тупо сдаете и все. Я не буду листериум продавать, я еще раз, я лучше пойду попотею перед сном, как говорится, часик-два. А вот здесь вот могу потеть, в принципе, да? Вот так вот встал, смотри. Вот так вот встал и потей, вот здесь вот нормально. Он потеет, потом его убиваешь. Во-первых, здесь можно как делать, вот здесь вот, да, это просто долго будет делать. Они просто тебе будут мешать, вот эти вот штуки, они будут тебе мешать светить. Сейчас покажу, смотри. Но это сложно. Сейчас покажу. Вот смотрите, как можно светить его. Он может к вам не добегать. То есть он до вас не добегает, а вы его можете светить постоянно. Он до вас не может добежать, да, но ударил, да? И вот так вот идете, вот и светите его, вот, он до вас не доходит, смотрите. Вот так можете его светить. Вот. То есть он медленнее идет, чем вы. И вот так вот можете его спокойно светить. Но опять-таки не советую светить здесь. Во-первых, это геморрой. Хотя надо, чтобы он все время отходил назад. Надо смотреть назад, чтобы ничего не было. Так что светите, если у вас есть тут листериум, вы делаете вон те штуки, которые делал я.
получаете охрененный скилл на текстуры. Сейчас покажу. Вот дизайн, видите, color. Вот make текстура. Посмотрите, сколько стоит make текстура. 415 он дал мне. И вот таким образом вы когда сделали, у вас, во-первых, качается чертеж. Не забывайте, чертеж качается за максимум. Его не продавайте, это хороший чертеж. Не так дорого. Свит, в принципе, он всегда доступен, если вы сами светите. Плюс вы при свите получаете билеты, а каждый вечер там люди есть. Билеты тоже маркап 800 тысяч стоят на инстансов, они у вас копятся, потом пачками продаете тоже плюс. И все, и вы будете в ажуре. Крутите эти штучки, эти блюпринтом, каждый день, квесты. И сразу у вас, видели, у меня сразу купили. Я их просто выставил, 20 или сколько там штук было. Ну, я там поставил маркап не такой большой. И сразу выкупили. Зачем жадничать? Все, выкупают. Эти пускай дальше там висят. Мы там не ставим много, мы рынок не портим сразу, мы же не вставляем там кучу. Одну поставили и все. Да, это отдача, я не знаю от чего. Наверное, то, что я сидел с февраля по май, сидел на этом. Ну, я там за 500 пет почти продал эти шестеренки. Но как бы и не в плюс, и не в минус. Потому что то, что я крутил, как бы, то я и как бы и вернул. Но у меня очень много денег уходило на починочку пушки. Но почему-то нету субтитров, зараза. Я думаю, 10 часов хватит стримчанского и квестов на... А так можно без Next Island, в принципе, иногда заходить по часику, по два подстримить. Видосы я пока никакие не делаю, потому что этих видосов слишком много уже. Я там одного челика смотрю, но у него 22 тысячи пет. Ну, наверное, он донатит, стопудово донатит. У него свой магазинчик есть, это Stevie B. У него было 22 тысячи пет на счету, стопудово он донатил. Потому что он бегает, мочит, а с одного выстрела бывает мобов там с двух убивает. Он рассказывает всякую такую ерунду, у него типа много навистников есть, много ненавистников, типа, потому что типа он рассказывает какие-то вещи, которые в принципе и так он всем доступны. Ну, конечно, допустим, если ты найдешь какую-то вещь, которая будет зарабатывать, понятно, что никто тебе это не скажет здесь. Кстати, в покер я играл онлайн, но я играл не на реальные деньги в покер, а на виртуальные деньги. Я, короче, все деньги забрал себе. Ну, потому что у меня чуйка такая в покере, я знаю, что если тебе приходят плохие карты, ты сразу выкидываешь, да, допустим, дама 8, дама 7, король 2, король 3, там туз 2, туз 3, сразу выкидываешь. Одномастные карты там и близкие, валет 10, король, дама, я оставляю одномастные, разномастные тоже можно оставлять. Или 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, а потом смотришь, какие выдаются уже фолдами. И, в принципе, вот так вот полгода-год потренироваться, но я потом тренировался так и ходил на реальные турниры. Там такие лжецы, блин, сидят, в плане, у них нету ничего, они тебе берут, повышают ставку, пугают тебя. А если ты малодушный, а у тебя хорошая карта, ты берешь и скидываешь, думаешь, ни хрена себе он там калирует. Так что покер это такая тема. Но покер поинтереснее, чем казино. Казино это математика там запрограммирована, а покер это ты уже сам хозяин себе. Хочешь калируй, хочешь сбрасывай, хочешь обманывай, хочешь подымай. Поэтому в этом плане мне покер все-таки нравится больше, чем казино. Но я лучше покер поиграю виртуально, чем на реальные деньги. Не хочу на реальные деньги карты играть. На реальные деньги я играю вот здесь вот. Хватит. Который никогда на это не выводил. Только завожу сюда. Если конкурс выиграю, я еще 30 баксов заведу, коробки откроем, потом постреляем. Так, сейчас зайду я на энтропию свою. Арина, подойди на секунду. Подойди на секунду, дочь. Арина, подойди, пожалуйста, поставь на телефон на зарядку, пожалуйста, дочь.
Так, смотрите, у меня статистика. Стата. Так, 10 августа, да? 10, 8, 2023 равно. Бляха, что это такое? Это скилл буст мне дал. Ребятульки, сейчас делаем рейд, не уходите, please. Рейд на Твиче. Он мне тоже делал рейд. Пойдем тоже на рейдика, дорогие мои. Не уходите, пожалуйста. Всех благодарю за поддержку, кто мне донатил на Сберкарту 500 рублей. Михаил. Ему большое спасибо. Благодарю за поддержку канала. Часто не выхожу, потому что, ребята, очень жарко. Вентиляторы у меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 вентиляторов, 2 на вдув, 3 на выдув. Без водного охлаждения не справляются. Очень жарко. 52 градуса у меня. И то, и то. Ну, это не так много, но, в принципе, все равно. Интересно, а если вот хов, а ты пошел дальше кидать, будет, может быть, еще один хов, еще 2 хофа, 3 хофа или уже бесполезняк? Ну, я вот так вот сделал, смотрите. Вот так. Вот этой штучкой, вот. А я даже не могу делать. Видите, у меня даже этого нету, патронов нету. Все деньги ушли у меня на патроны. Я даже еле стреляю этих уже животинок. Сейчас добиваем и будем отдыхать, а то мне жарко уже, воды горячей дома нету тоже. И напрягаться тоже тяжело. О, уже 3 часа 20 минут идет. Все, давайте рейданем к Будру Вилсону, он мне помогал. Сейчас. Пойдемте. Жарковато, ребята, жарковато, тяжело. Сейчас пойдем сдадимся. А потом я уже пойду пилить, но это я пойду пилить уже вне стримов попозже немножко. Сейчас мне надо поработать. Так что эти пилы я буду потом спиливать. О, как тяжело же, вот это вот жару переносить. А то может быть под холодный душ пойти. Все, вот этот Элизиан чипский делаем. Так что листериум, смотрите, листериум, чтобы продавать эти 600 пет, попробуем мы крутить. Пока у нас есть под халявный. И чертеж у нас есть, который качается. И у нас тем более уже не за 130, а за 104 продают, прикинь. То есть мы эти 600 пет можем превратить на 110%. Вот умножьте 600 пет на 109-110%, если вы покупать, и все. То есть если вы рубите деревья здесь на Next, здесь есть постоянный покупатель, который покупает длинные доски по 140%. И все. Сейчас я разложусь, потому что у меня этот вес надо освободить мне. То. Мне не надо добавлять какие-то бизы. Для тех, кто хочет зарабатывать, вон идите в энтропию. А мы не пропагандируем всяких хайпов. Так, еще раз повторяю, смотрите. Если у вас есть чертеж, вот такой чертежик у вас есть, не выкидывайте его, не продавайте его. Текстурный чертеж, он качается неплохо. Требует всего лишь вот таких вот ресурсов: листериум ингот и вимбрацвит 20 штук. Все. У нас есть 500 пет этого листериума, и мы можем крутить
Но видите, мы можем в минус улететь тоже. Он же у нас не часто, да? Он, как говорится, как сказать, нестабильно он тратится. А через раз он получается. Вот мы 15 пет делали, сколько там потратили, там или 30 пет, я не помню. А вернули сколько? Тоже около 30, может быть, да, там или меньше. Потому что надо все-таки считать, смотреть. Но зато вы качаете, не забывайте, вы качаете текстуру. Даже если вы уйдете в небольшой минус или в ноль, вы качаете хороший скилл. Если у вас упадет ейсик, дай бог, да, вы можете этот скилл слить текстурный, который вы не будете текстурировать. Но, может быть, в CryEngine вам понравятся эти текстуры, они будут стоить еще дороже, потому что будут новые красивые костюмы, и можно будет продавать эти штуки. У меня колоратор есть, и все. Так что эти пока чипы, они продаются хорошо. Это вот пока копится, у него маркап пока стабильный, смотрите. %10,000, видите, продается 8000. Так что голову я пока коплю, потому что бывает, кому-то голова будет нужна, они быстро покупают, и кто-то покупает головы. Как только у вас будет 10 пет, вот у меня 10 пет уже есть, так что я могу его сбагрить уже по 109%, да. Но смотрите, я копирую его, вставляю и смотрю, где он применяется, в чем, в каком чертеже. Вот, он применяется в Next Island Bar Blueprint. 30 штук его нужно, то есть 30 штук. Значит, 30 штук. Значит, 30 штук, да? 30, 50, 90, 120, 150, 180, 210, 210, 240 и 270. Вот. И берем прямо здесь, не отходя от кассы, копируем и смотрим. О! А его здесь и нету. Сколько он стоил? 109, да, маркап? Но мы не будем завышать 109. 7 дней ставим. Видите, почему так происходит? Я не понимаю. Давайте вот так. 120. Ну, сделаем 110, 8, 11, 12. Ну, здесь поставим 12. Фиг с ним. Надо будет, купят. Не захотят, не купят. В принципе, мы небольшую сумму сделали. Чуть больше номинала. Зато человеку будет удобно, если он будет крафтить, он может по 30 удобно 3×9, 27 сделать прокруточек. Так, это у нас есть. У нас 7 пет, 3 педа, 3 педа, 7 пет. Это вообще копейки какие-то непонятные, ужасные. Все. Я эти ножки тоже начал собирать, почему-то они маркапные, что ли, стали. 20, но еще они что-то не совсем перестали нужными быть. Так, это нужен кристалл мне или не нужен? По-моему, этот кристалл мне не нужен. Вот эту вот штуку я покупал на аукционе. Вот у него маркап 122. Так. Все. Всем спасибо. Пойдем делать рейд, ребята. Сделаем рейд на... Сколько у меня? 27 пет. Ну, мало 27 пет, потому что у меня на аукционе стоят, видите? На аукционе у меня стоит. И плюс еще я не продал. Вот. Не продал. Так что так уже больше 6000. Так что идемте вот к этому вот человечку, посмотрим, что он там делает. Я не знаю, чем он там занят. Так, но у меня почему-то не прогружается чат. Ребята, у меня чат не прогружается. Информация о трансляции есть, а вот чат
А вот это у меня почему-то не прогрузился. Сейчас подождем. Если чат не прогружается так, тогда пойдем по-другому. Не уходите, пожалуйста. Сейчас пойдемте к нашему. У него очень хорошие призы, ребята. Кто пользуйтесь, у него очень шикарные призы. Давайте. До новых встреч. Не болейте. До новых встреч. А я пойду дальше. Все, до новых встреч. Всем спасибо за просмотр. Очень жарко.